Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить о Диане, принцессе Уэльской, принцессе людских сердец, о леди Диане. Спасибо всем, благодаря кому стала возможна эта запись. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне и, конечно, всем тем, кто еще надумает нас поддержать, пройдет по ссылке внизу этой записи и подпишется на пожертвование. Когда мы задумали лекцию о принцессе Диане, то у меня были некоторые сомнения. Какая-то такая желтая тема. Сколько газет, а уже и не только газет, и книг, и фильмов перебирали подробно, когда у нее с кем был роман, и когда Чарльз начал изменять ей с Камиллой, и как все это было, и как ее тошнило Диану. И что-то как-то это прям вот утомляет немножечко. Но с другой стороны, потом я поняла, во-первых, что эта тема невероятно интересная с исторической точки зрения. Вот сейчас, может быть, это еще не совсем понятно, хотя уже становится ясно. Но я убеждена, что пройдет несколько десятилетий, это будет просто такой образцовый пример для историков. Я думаю, что историю Дианы будут, может быть, в учебниках даже использовать, вот когда будут учить историков работать с источниками. Существует такое количество разных отзывов, разных оценок самой Дианы, ее судьбы, ее проблем, что остается просто диву даваться. Причем это не просто вот одни говорят одно, другие другое. Факты ее жизни. Но все сложилось так, что уж мельчайшие подробности ее жизни известны. Там, конечно, где-то могут быть какие-то расхождения, но, в общем, там иногда вплоть до дня, до часа все понятно. Но эти факты толкуются совершенно по-разному. Есть абсолютно разные версии. И это, конечно, необычайно увлекательно просто вот с исторической точки зрения. Я не претендую на то, что я знаю ответ, какая версия правильная. Естественно, никто этого не знает. И никогда не будет знать. И всегда будут разные версии. Но всегда будет интересно их сравнивать. И другая вещь. Биографию Дианы, конечно, пытались превратить, и довольно успешно пытались превратить, сначала в сказку о Золушке, потом в историю несчастной жены, потом просто в какую-то такую сказку удивительную, потом у сказки оказался печальный конец. Но вот все время какие-то такие просто, скажем так, разновидности любовных романов, которые она так любила читать, кстати говоря. Но вообще-то в этой истории видно множество невероятно важных проблем, опять же, о которых уже сегодня пишут, и о которых, безусловно, будут писать историки еще много-много лет. Это проблема вообще существования английской королевской семьи, того, как она живет, каким традициям она следует и почему. Это проблема кастовости английского общества и того, как по-разному живут разные группы людей в Великобритании. Это проблема, связанная с изменением нравов, скажем так, с изменением семейных отношений, что очень хорошо видно на примере того, как строилась семейная жизнь королевы Елизаветы и воспитание детей, как строилась жизнь Чарльза и Дианы, как теперь идет жизнь следующего поколения. Очень хорошо видно, как все меняется. Это и одна из важнейших для сегодняшнего дня проблема отношения к болезни, к разным болезням, к психическим заболеваниям. Вопрос о том, надо ли их стыдиться. К сожалению, до сих пор огромное количество людей считает, что разных вариантов психических заболеваний, депрессии надо стесняться, надо их скрывать, и это приводит к ужасающим последствиям. И история Дианы – это история и об этом тоже. Это история об отношении к весу, к лишнему весу, к потере веса. То, что беспрерывно возникало снова и снова в биографии Дианы. Это, конечно, история о роли средств массовой информации. Очень много сказано о том, что папарацци преследовали Диану, что они погубили Диану. Даже нескольких журналистов из тех, кто преследовал ее в последний вечер ее жизни, пытались привлечь к суду. А с другой стороны,
отношения Дианы с журналистами были не так просты. Она часто манипулировала ими, она пыталась их использовать. И вот это вот значение средств массовой информации для создания образа, для разрушения образа, для использования в политических целях, это тоже невероятно важно. И это тоже есть в истории Дианы, как и многое-многое другое. Ну и, наверное, вообще это несчастная, красивая, оказавшаяся такой неприспособленной к жизни женщина заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Итак, история Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. Диана родилась 1 июля 1961 года в семье Джонни Спенсера, который не был еще тогда графом. Графом был в тот момент его отец, но он был наследником одной из знатнейших семей Британии. И для него самого, для его детей, для Дианы это было очень важно. Спенсеры, может быть, не самая древняя семья в Великобритании, есть и более древняя, но все-таки они появляются на исторической арене в XV веке. В тот момент, правда, они богатые торговцы овцами. Очень быстро их стали покупать по всей Англии, потому что очень уж порода была хороша. Но вообще рубеж 15-16 века, время, которое Томас Мор описал как эпоху, когда овцы съели людей, это время огораживания, когда повсюду разводят овец, торгуют шерстью, и дворяне, и не дворяне, и это дело важное. И вот Спенсеры на этом богатеют. В конце 15 века один из них уже арендует большой прекрасный дом в имении под названием Олторп, а через некоторое время его потомки уже выкупят этот дом, и это станет одним из родовых гнезд Спенсеров. Это вот будет дом, куда потом переедет семья Дианы, когда ее отец станет графом Спенсером. В XVI веке один из Спенсеров уже возводится в рыцарское достоинство. Дальше они заседают в парламенте, они играют большую роль в политической жизни. И в XVII веке это одна из самых богатых семей в Англии. Им, правда, время от времени напоминают, что есть еще знатнее. Однажды в XVII веке один из Спенсеров разглагольствовал в парламенте и что-то такое рассуждал о том времени, когда предки всех собравшихся совершали разные выдающиеся вещи. На что граф Арundel, более знатный, чем Спенсер, сказал ему: «Сэр, в те времена, о которых вы говорите, ваши предки пасли овец». На что лорд Спенсер, не задержавшись ни на секунду, сказал: «Да, возможно, мои предки в это время пасли овец, а ваши предки в это время замышляли измену». И поставил его на место. Ну, действительно, семейство Арунделов преследовали по обвинению в измене. Ну и дальше уже потом мало кто напоминает им про этих овец. Это знатная семья, большая очень семья. У нее несколько ветвей. И есть старшая ветвь Спенсеров-Черчиллей, которые принадлежат герцоге Мальборо, которой принадлежал Уинстон Черчилль. И есть младшая ветвь Спенсеров из Олторпа, которым принадлежала как раз Диана. И это тоже, скажем прямо, очень и очень аристократическое семейство. Ну, почему это важно? По нескольким причинам. Во-первых, Диана сама очень остро осознавала, что она из рода Спенсеров. Ну, вот сейчас на экраны выходит фильм, который так и называется «Спенсер». Его почему-то в российском прокате там добавили, чтобы было понятно, что-то вроде «Загадка» или «Тайна принцессы Уэльской». Диана, наверное, одобрила бы это название. Фильм на меня не произвел особенно сильного впечатления, но вот эта вот идея, что она Спенсер, для нее это было крайне важно. Когда уже под конец ее жизни, когда обсуждались условия ее развода с Чарльзом, был очень болезненный вопрос о том, сохранится ли у нее титул ее королевского высочества, которого она в конце концов лишилась. Ее назвали просто принцессой Уэльской. И ей сказали, что вот если она плохо будет себя вести, так грубо говоря, то ее лишат титула. На что в один момент, там много было острых и тяжелых моментов, и в какой-то момент в обсуждении она сказала: «Мне не нужен ваш титул. Когда я пришла в вашу семью, у меня был свой титул». И это было сказано не случайно. Спенсеры исходили из того, что их род более древний, чем род Виндзоров.
Но те, кто сегодня называются Виндзорами, вообще-то происходят от Георга I, короля, который был приглашен в Англию в начале XVIII века, а до этого он был правителем маленького немецкого государства Ганновера. Вот как написал один историк, Диана рассматривала королевскую семью как таких немецких выскочек. И все время помнила, что она вообще-то более знатного рода. Хотя тут по этому поводу, опять же, вопрос об их сопоставлении их знатности. Об этом можно спорить, но у Дианы было такое представление об этом. Но дело даже не только в этом. Вот здесь начинаются уже вещи, касающиеся непосредственно ее трагической судьбы. Диана, как и Чарльз, получили воспитание, приличествующее детям из высших слоев общества. А это значит, что их воспитывали достаточно жестко. Но Диану, могут мне возразить, родители невероятно баловали. Ее родители развелись, когда она была еще маленькой девочкой, и дальше, как часто бывает в такой ситуации, каждый из них пытался перетянуть ее на свою сторону, поэтому они исполняли ее просьбы, поэтому она могла получить все, что хотела. Это было действительно. Но это совершенно не противоречит аристократическому воспитанию. Вот это пресловутое британское stiff upper lip, да, твердая верхняя губа, вот когда ты ничего не показываешь своих чувств. Это было даже у Дианы при всей ее невероятной эмоциональности. Когда начались все эти трагические события в жизни Дианы, то Эндрю Мортон, написавший книгу, прогремевшую о жизни Дианы, пришел к редактору одной из газет и стал говорить, что вот Диана рассказывает всякие ужасающие вещи о своей жизни, на что редактор сказал: а если она такая несчастная, почему она всегда улыбается? На фотографиях она всегда излучала свет и счастье. В течение долгого времени, пока сама Диана и Чарльз не начали откровенничать с прессой, все были уверены, что ее семейная жизнь, вообще ее жизнь – это сплошное счастье. И Диана, которая была подвержена невероятным изменениям настроения, истерикам, ужасающим, потоки слез лились, она всегда умела выйти к журналистам сияющей и излучающей счастье. Она говорила, что она это переняла от своей матери, которая, что бы ни было, могла закусить губу, пойти вперед, и все будет прекрасно. Вот это то, что надо уметь всегда держать себя в руках, это внушали Диане. Но мы увидим сейчас, что ей это удавалось далеко не всегда. Но это та атмосфера, в которой она выросла. И уж, конечно, это внушали Чарльзу, потому что для королевской семьи вот это вот умение держать себя в руках и прежде всего выполнять свой долг, это было невероятно важно. В наше время психологи, историки, журналисты любят выводить множество проблем из проблем детства. Что касалось Дианы, то об этом писали очень много, и она сама потом об этом много говорила, о том, как страшно на нее подействовал развод родителей, как она с ужасом прислушивалась к их ссорам, как она потом видела, как ее мать уезжала, как ее брат плакал, потому что рядом не было мамы, и много всего другого. И она регулярно говорила о том, каким несчастным было ее детство, какой она себя чувствовала одинокой. При этом есть множество воспоминаний разных людей, знавших ее в детстве или в юности, которые говорили, что она совершенно не выглядела несчастной, что отец, который отсудил у матери право воспитывать их 4 детей, отец ее обожал, отец ее баловал, отец делал ей всевозможные подарки, много ей занимался, и она совершенно, опять же, появляясь там в школе или где-то в детских компаниях, она совершенно не выглядела несчастной. Но, естественно, это ничего не доказывает. Ребенок может веселиться в гостях и быть очень несчастным дома. Сегодняшний лорд Спенсер, Чарльз Спенсер, брат Дианы, говорит, что он не помнит, как он плакал в отсутствии мамы, но ему все вот про это рассказывают. Так что, может быть, это и было правдой. Но здесь дело не в том, кто из них плакал или нет.
Джонни Спенсер, как называли их отца, действительно очень любил своих детей. Несмотря на то, что у него тяжелые были отношения с его первой женой, с матерью Дианы, но он всеми силами старался как-то сделать детство своих детей комфортным. Другое дело, что все эти старания были в рамках его представлений о воспитании детей. Как воспитывают детей в английских аристократических семьях. В общем, великий викторианский принцип «children should be seen, not heard», дети должны быть видны, но не слышны, он в какой-то мере все еще существует. То есть детям внушается понятие о дисциплине, об умеренности, о правильном поведении. Вот Диана все время говорила, как ей не хватало физического контакта, что ее никто не обнимал, ее никто не целовал. Об этом тоже очень много написано, что вот она хотела, чтобы папа, мама ее обнимали, а ей вместо этого дарили подарки. И она сама потом бесконечно все время обнимала своих сыновей, целовала их и всячески проявляла, показывала свою любовь к ним. Вот показывать любовь всегда считалось неприличным, всегда считалось неправильным. Поэтому, когда вот начинается, что от нее там родители откупались, дарили подарки, но ее не обнимали, никто от нее не откупался. Это было естественное их поведение. Мы знаем, что отец действительно обожал Диану, но это не значило, что он должен был это демонстрировать на людях. В семействе Чарльза такое отношение было еще сильнее, потому что это уже не просто аристократы, а это королевская семья, у которой долг на первом месте. Есть очень интересные воспоминания о Георге Пятом, прадеде Чарльза, который оставил Рэндольф Черчилль. Но вот он утверждал, что якобы Георг, который еще тогда не был королем, говорил ему: «Мой отец боялся своей матери, то есть королевы Виктории. Я боялся своего отца. И черт меня побери, если я не добьюсь того, чтобы мои дети боялись меня». При том, что он, конечно, любил своих детей, но надо вот так себя поставить. Чарльза, конечно, воспитывали жестко, твердо, но при этом вот это тоже видно, как все меняется со временем. Чарльза и принцессу Анну, первых детей нынешней королевы Елизаветы и Филиппа, герцога Эдинбургского, воспитывали намного строже, чем двух младших детей, Эндрю и Эдварда. И дело, я думаю, не в том, что они младше, все-таки время изменилось. Но вот такая потрясшая меня совершенно деталь, тоже когда Чарльз и Анна были, какими-то совсем маленькими, что-то вроде там 5 и 3 года им было или что-то в этом роде, их родители уехали в далекий дипломатический тур. И когда они вернулись, и дети маленькие к ним бросились, то они подали им руку, то есть не стали их обнимать. Вот это отношение к детям. Притом это совершенно не говорит о том, что они их не любили. Так вот просто не принято. Точно так же, как в течение всей своей жизни королева никогда не вмешивалась в дела своих детей. Диана очень хотела, чтобы королева как-то вмешалась в свое отношение с Чарльзом. Для королевы это было абсолютно невозможно. Это ваше дело. Вот такие отношения, такие правила. Кто-то принимает эти правила, кто-то нет. Диана не хотела их принимать. Естественно, что детей в таких семьях довольно рано отдают в закрытые школы. Откуда они приезжают домой на каникулы, все очень хорошо, но просто это само собой разумеется. Есть много историй о том, как ужасно было Чарльзу в этом жутком Гордонстоуне в Шотландии, в школе, где сначала его отец, герцог Эдинбургский, провел непростые годы, а потом послал сына, чтобы там его характер воспитали. Там, значит, все было построено на постоянных физических упражнениях, весь год ходить в шортах в Шотландии на севере. Никакого, естественно, проявления чувств. И бедный Чарльз еще, там, в общем, у мальчиков была такая забава, возможность показать свою лихость, это как-нибудь обидеть принца Уэльского. И он писал, что он боится ночью ложиться в постель, потому что все на него кидаются, начинают его там лупить. И для него это было, особенно первые годы, были невероятно тяжелыми.
Ну, Диану никто не лупил, когда она ходила в школу. Но тоже она потом вспоминала, как когда ей было 9 лет, отец ее отправил в школу. Ну, то есть до этого она ходила в школу рядом с домом, а теперь ее отправили в интернат, как и полагалось девочкам в 9 лет. Причем сам отец потом вспоминал, как ему было тяжело и как ему не хотелось с ней расставаться. Ну, мало ли, что тебе не хочется. А она умоляла, чтобы ее не отдавали в школу. Естественно, ее отдали. Диана всю жизнь, с детства и до последних дней обожала мягкие игрушки. И у нее было около 30 мягких игрушек всегда в ее спальне. Но вот в школу можно было взять только одну. Она взяла зеленого гиппопотама, бегемотика, и, значит, покрасила ему глаза краской, светившейся в темноте, потому что она боялась темноты. И вот ночью, чтобы видеть, что этот бегемотик смотрит на нее. Хотя я бы, например, только испугалась от этого. Удивительным образом так получилось, что ученики нашей школы, с которыми я много лет ездила в Кембридж, где они занимались в языковой школе, вот один из филиалов этой школы, куда мы ездили, находился в том самом Ридлсворth, первой школе-интернате принцессы Дианы. Так, естественно, его до сих пор и рекламируют. И ездила я туда навещать наших учеников, и я могу понять, что 9-летняя девочка может испугаться. Это большое здание, красивое, там какие-то коридоры. Это такой, ну, не скажу дворец. Она жила тоже не в маленьком домике. Но это такое вот большое и достаточно официально выглядящее здание. Как там не пытаются показать, что это, естественно, домашний уют. Ну, какой домашний уют? Это все равно интернат. Как бы там о детях не заботились. Диане все это не нравилось, но, опять же, это было абсолютно нормальным для девочки ее положения, ее возраста. Вот развод родителей в тот момент, к концу 60-х годов, не был чем-то само собой разумеющимся. По крайней мере, так это воспринимала Диана, потому что в своей начальной школе она была единственным человеком в классе, у кого родители были разведены, и, как она потом объясняла, что это страшно ее угнетало. Впрочем, надо сказать, что не всему, что Диана говорила о себе, конечно, можно верить. Но, во всяком случае, она постоянно возвращалась мыслями к разводу родителей, и это была для нее такая очень большая травма. Но дальше она учится, она меняет несколько школ, просто потому что она растет, выходит из одной, затем переходит уже в старшую школу, где до этого учились две ее сестры, блестяще, сдав прекрасно множество экзаменов, по-разному очень, но проявив себя. И тут выясняется, что Диана вообще совершенно не может учиться. И это тоже очень большая проблема, которая потом скажется, в общем, на всей ее жизни. Она, ну, не то чтобы даже не хотела учиться. Она, скажем, много чего-то писала, сочиняла. Она даже немножечко играла в театральных постановках, хотя какие-то совсем не главные роли. Она занималась спортом. Но у нее с академической успеваемостью было не слишком хорошо. Но, впрочем, никто не ожидал, что у нее так плохо, потому что никаких сведений там, о каком-то ужасе не было, пока не пришла пора сдавать экзамены. В 16 лет первую ступень экзаменов, ну, это то, что по-английски называется O-levels, ну, можно сопоставить, там, условно говоря, с нашим ОГЭ, то есть то, что сдают после 9 класса, когда можно теоретически дальше не учиться, а если ты хочешь учиться дальше, ты идешь, учишься еще и потом сдаешь другие экзамены. Диана завалила все предметы, которые она сдавала. Там был английский язык, история искусства. Она их все провалила, она не сдала ни одного. И это очень странная вещь, потому что, ну, все-таки, если бы она была настолько, говоря нашими словами, двоечницей, очевидно, это все-таки родителям сообщили бы. То ли это какой-то был психологический ступор, то ли действительно вот она не понимала то, что ей говорили. Диана, как она тоже объясняла, что она очень переживала по поводу того, как она мало знает, и потом в какой-то момент, уже через много лет, она сказала: а у меня мозги размером с горошину, про саму себя. Она, конечно, не ожидала такого. Но надо сказать, что, конечно, от девушек в аристократических семьях не ожидали супер академических успехов.
И никто не предполагал, что она пойдет учиться там, в университет. Ее сестры учились лучше, потом они там, скажем, работали, сначала одна, потом другая в журнале Vogue. Вот какие-то такие вещи. Никто не собирался наукой заниматься, еще чем-то. Но она не сдала ничего. Она занималась еще и опять завалила все экзамены. И вот это важная вещь, которая потом очень ей повредит. Не потому, что у нее диплома не было, не нужен ей был диплом. Хотя поначалу это была проблема, потому что, ну, ясно, что учиться она дальше не будет. Ее пытались отправить в Швейцарию, там немножечко поучиться, там тоже ничего не вышло. Работать надо. А кем ты можешь работать, если у тебя диплома об окончании средней школы нашим языком нет? Поэтому она будет работать, там будет убирать квартиры у подружек своей сестры, будет работать бэбиситером, много всего сменит, пока, наконец, не найдет работу в детском садике. Вот это ей работа нравилась. То есть ей всегда нравилось заботиться о людях. Но вот то, что она, в общем-то, была ничему не обучена, это будет ужасным изъяном ее жизни. Тут даже не совсем понятно, насколько она сама это понимала. Вот она говорила неоднократно, значит, а мозгов у меня нет, вот мозги величиной с горошину, но вот насколько она осознавала это как проблему. Когда они женятся с Чарльзом, то Чарльз вообще-то, ну, его, может быть, не назовешь суперинтеллектуалом, но все-таки он учился в Кембридже. Он достаточно образованный человек. Были проблемы, которые его интересовали. Философия, экология, скажем, с годами все больше и больше его интересовала, литература, искусство. Он любил и любит, очевидно, и сейчас рисовать. Он любит читать. Диане все это было совершенно непонятно. Ее с годами все больше раздражало, когда вот ее муж берет книгу и читает, вместо того, чтобы с ней общаться. И когда у нее начались проблемы, они, как мы сейчас увидим, начались довольно быстро, она не знала, чем занять себя. Как тоже один из людей, видевших, как разворачивается вся ее трагическая история, сказал, что если ты не любишь читать и не интересуешься современными событиями, то тебе нечем занять себя. И он сказал очень страшные слова. Диана была пустым сосудом, очень красивым, но пустым сосудом. Это жестко. Мы не можем сказать, что она была совсем пустой. Но интеллектуально она не знала, что ей делать. Она очень любила любовные романы такой женщины по имени Барбара Картланд, которая потом, по иронии судьбы, окажется матерью ее мачехи. Вот любовные романы она читала, не более того. В какой-то момент Чарльз пригласил своего друга специально, чтобы тот разговаривал с Дианой о поэзии, о Шекспире. И ей сначала очень нравилось, потом все это заглохло. Но при этом уже в школе стало ясно, что ей нравится заботиться о людях. То, что ей действительно всегда нравилось больше всего. Вот в школе, где она училась, там очень много уделяли внимания, как мы бы сказали, социальной работе. Там были разные волонтерские программы, в которых дети могли участвовать. И вот в этом Диана всегда участвовала. Она раз в неделю вместе с подружкой ходила к одной престарелой даме, и они с ней разговаривали, там, помогали ей как-то по дому, иногда ходили в магазин для нее. Ну, в общем, в основном беседовали, поддерживали ее. Потом там тоже время от времени довольно многих студентов возили в психиатрическую больницу, где они общались с пациентами. Иногда там устраивались танцы даже с ними. Или просто общение, разговоры, игры. Этим она занималась душой. Это для нее было важно. И, конечно, то, что вот она, сменив некоторое количество в Лондоне, ну, таких вот неквалифицированных работ, то, что она нашла себя в детском садике, это тоже о многом говорит. То есть она совсем не была интеллектуалкой, мягко говоря, но в ней было много эмпатии. У нее было желание заботиться о людях. И вот если бы все дело было просто в плохом образовании, то, наверное, тогда бы все сложилось не так трагически. Но в конце концов, другие девушки, за которыми ухаживал принц Чарльз, тоже не были такими уж интеллектуалками. А принц Чарльз ухаживал много за кем. Но здесь были и другие проблемы. Тут мы вступаем на очень такую
непонятную почву. Вот здесь как раз очень хорошо видно, как можно абсолютно по-разному рассказать дальнейшую судьбу Дианы. Тот вариант, который она сама для себя сформулировала, и который потом она продвигала в книгах, записанных за ней, в интервью и вообще всячески, везде, что все ее проблемы происходят, практически из-за двух вещей. Из-за того, что королевская семья никогда не оказывала ей никакой поддержки, была невероятно холодна, бесстрастна, равнодушна, и она чувствовала себя там страшно одинокой. И в этом, конечно, есть большая доля правды, но не вся правда. Ну и то, что принц Чарльз изменял ей с Камилой Паркер Боулс. Что тоже правда, но, опять же, не совсем так, как, очевидно, это представлялось Диане. В то же время королевская семья и разные журналисты, писавшие о Диане и тогда, и потом, выдвигали абсолютно другую версию. Вот с точки зрения Чарльза, его родственников, его друзей и многих других, Диана была психически, как минимум, нестабильна, чтобы не сказать сильнее. Да, они далеко не сразу поняли уровень этой нестабильности, и что именно поэтому она превратила семейную жизнь в ад, таким образом подтолкнула Чарльза к тому, чтобы он вернулся к своей былой возлюбленной, и дальше устраивала бог знает что. Как я уже сказала, я не берусь судить, какая из этих версий верна. На сегодняшний день у меня ощущение, что в каждой из них есть большая доля правды. И, наверное, истина где-то посередине. Во всяком случае, посмотрим, что происходит. К концу 70-х годов принцу Чарльзу уже около 30, приближается его 30-летие, потом наступает. Все с интересом ждут, когда же он женится, он наследник престола. На ком он женится? Его жена будет будущей королевой, их сын старший тоже будет наследником. У Чарльза бурная личная жизнь, у него множество девушек. Иногда у него долгие романы, иногда не очень, но как-то не видать никого, на ком он хотел бы жениться. И кто казался бы достойным его родителям. Очень важный для Чарльза человек, лорд Маунтбеттен, очень хотел, чтобы Чарльз женился на его внучке и как-то подталкивал его к этому. Но вот очень характерная вещь, что у Чарльза хорошие были с ней отношения, но она понимала, что такое быть женой наследника престола, и, не знаем, как она относилась к Чарльзу, но, во всяком случае, она не хотела выходить за него замуж. Она понимала, что это будет означать полное изменение всей ее жизни. Диана это, конечно, поняла далеко не сразу. Очень печально сегодня читаются те интервью, которые Чарльз давал на пороге своего 30-летия, когда его, конечно, каждый второй журналист спрашивал, когда же он женится. И он рассуждал о том, что в его положении женитьба – дело серьезное, и он много говорил о том, что это не должно быть решение, принятое только под воздействием любви, любовных чувств, сердца. Это должно быть продуманное решение, рациональное решение. Потому что, как совершенно верно говорил он, девушка, которая выйдет за меня замуж, она выйдет замуж за образ жизни. Это будет совершенно другая жизнь, с другими обязанностями. Тоже, не зная еще, что его ждет, он говорил, моя будущая невеста должна быть готова к тому, что она всегда будет в моей тени, что она всегда будет идти на несколько шагов сзади меня. Не знал он, что его ждет, когда они с Дианой будут идти, скажем, пожимать руки по разным сторонам улицы, и толпа с той стороны, где он говорили, что, мол, позови Диану на нашу сторону. Он сказал, да разве в наше время можно женщине что-нибудь приказать? И так отшутился. Но вообще ему это, конечно, не нравилось. Но главное даже не это, а вот то, что он очень разумно рассуждал о том, что его брак должен быть, не буду говорить браком по расчету, он говорил дружеским браком, а потом из этой дружбы, из этого взаимного уважения, я уверен, что вырастет любовь. У него тут, очевидно, был пример его деда, короля Георга VI, который в молодости, еще не будучи королем и даже не будучи наследником престола, потому что у него был старший брат, он был влюблен в некую австралийскую светскую красавицу, которая уж была замужем, и, в общем, совершенно исключено было, чтобы ему позволили на ней жениться.
А дальше, как считается, что его отец сказал ему, что у тебя есть другие обязательства. Ты получишь титул герцога Йоркского, ты должен будешь выполнять свои обязанности как член королевской семьи. Еще тогда про корону речь не шла. И ему нашли невесту, английскую аристократку, на которой он женился. То есть это был такой договорной брак, как бы, однако это была очень хорошая семья, они любили друг друга, у них были прекрасные отношения. И Чарльз, который очень бабушку свою любил, это ему казалось таким образцом. Но все это звучит очень хорошо, когда вот ты так рассуждаешь. Куда сложнее оказалось добиться этого в реальной жизни. Но, судя по всему, Чарльз уже в это время испытывал сильные чувства к Камилле. Камилле Шант, которая затем выходит замуж за его приятеля Эндрю Паркер Боулса, становится Камиллой Паркер Боулс. Но вот в сериале «Корона» показано, как в отсутствии Чарльза родственники его, чуть ли не силком тащат их, Камиллу с ее мужем под венец, но это, конечно, не так. Камилла тоже понимала, что она не для Чарльза. Думаю, что Чарльз, понимал, ему надо найти действительно вот какую-то жену, к которой он будет хорошо относиться и строить с ней разумные, прекрасные отношения. Это сегодня может показаться диким, ужасным, но опять это были их представления. И сегодня мы понимаем, как сильно Чарльз любил Камиллу, что он любит ее всю свою жизнь. Но в тот момент как-то эта вот самая дурацкая любовь никем не воспринималась всерьез. Это интересно, потому что его мать, нынешняя королева Елизавета, она в совсем молоденьком возрасте она влюбилась в Филиппа и сумела настоять на том, что отец разрешил их брак. При том, что там тоже были разные претензии к Филиппу, слишком тесные связи с Германией, и там даже с нацистами его родственников, не слишком благополучная семья, но Елизавета настояла на своем. Но все-таки Филипп происходил из королевской семьи греческой. А в данном случае, Камилла как-то совершенно не рассматривалась. И потом она выходит замуж, надо искать кого-то другого. Чарльз меняет девушек. В какой-то момент у него был такой коротенький романчик с старшей сестрой Дианы, Сарой Спенсер. Тут тоже не совсем понятно, но считается, что Сара как-то слишком легкомысленно общалась с журналистами, говорила, да нет, мы только друзья, я за него замуж никогда не выйду. После чего Чарльз прекратил с ней отношения. Где-то в тот момент, когда Чарльз был увлечен некоторое время Сарой, он видел Диану, 16-летнюю девочку, такого веселого, шумного подростка, пухленькую довольно-таки, потому что она всегда была обжорой. Но об этом сейчас еще речь пойдет, о ее отношении к еде. И у него было воспоминание, какая веселая, шумная девочка-подросток, а она говорила, что когда она увидела его первый раз, она подумала, какой печальный человек. Хотя в тот момент вроде бы как ничего особенно печального в жизни Чарльза не было. Ну и дальше проходит некоторое время. Чарльз знакомится с Дианой как бы заново. Ей уже 19 лет, она ему нравится, и она из хорошей семьи, и она нравится его родителям. И дальше вот тоже тут очень сложно понять, что такое происходило вот в течение 80-го года, пока Чарльз ухаживал за Дианой. Она была счастлива безумно. Есть версия о том, что она с детства была в него влюблена, что у нее на стенке висели его портреты. Хотя теперь выясняется, что не совсем так это было, что это, скорее всего, выдумки журналистов. Но она в полном восторге, что за ней ухаживает принц Уэльский. Хотя уже тогда можно было понять, что это непросто. У него огромное количество обязанностей, у него официальные приемы, он открывает какие-то постройки или присутствует на торжественных обедах в честь создания какой-нибудь организации, занимается благотворительностью. У него очень много дел. Но Диана в полном восторге, она очень покорно вписывается в эту такую сложную программу. То есть как только у Чарльза освобождается минуточка, он ей звонит, или там его секретарь ей звонит, она всегда готова с ним встретиться. Она всегда подстраивается под его программу. Дальше это будет одна из проблем в их жизни, когда для Чарльза
как для представителя королевской семьи, дело прежде всего. Если у него записано в его календаре, что сегодня у него в 3 часа встреча, то он пойдет на эту встречу, что бы ни было. Диана это очень быстро стала воспринимать почти как измену. Когда у них уже были очень плохие отношения, то их старший сын, принц Вильям, в школе пострадал. Во время игры в гольф ему угодили клюшкой по голове. И его привезли в больницу с травмой черепа, приехали родители, естественно, очень обеспокоенные, и отец, и мать, и Диана, и Чарльз его осмотрели и сказали, что нужна операция. Вроде бы как не очень большая, но операция на черепе. И Диана осталась в больнице, а у Чарльза была встреча. Он должен был идти в оперу, слушать оперу «Тоска», но не просто слушать, а туда были приглашены разные крупные деятели, связанные с экологическим движением, европейские. Для Чарльза экология, защита окружающей среды – это одно из важнейших дел его жизни. И он, конечно, пошел туда. А на следующий день он еще их повез в другое место, куда они должны были ехать на семинар. Что творилось с газетами, журналами, это невероятно. Один из них вышел с заголовком «Чарльз, что же ты за отец?» Или там, что же ты за папа даже, вернее. Он узнал, что операция не очень тяжелая. Он, естественно, все время старался быть в курсе дел, но у него есть его обязанности, и он их выполняет. Когда Чарльз ухаживал за Дианой, ей это казалось нормальным. И точно так же, как ей очень нравился образ жизни Чарльза. Или она говорила, что он ей нравился. Потом тоже очень много будет со стороны Чарльза и его друзей обвинений в том, что Диана обманывала Чарльза, что она манипулировала им, что она притворялась, что ей нравится все то, что он ей предлагает, просто чтобы его охмутать. Не знаю, мне кажется, что скорее, конечно, она верила в то, что ей это нравится, или ей хотелось, чтобы ей это понравилось. Она видела, что Чарльзу очень нравится жить за городом. Вот во всех этих замках, прежде всего, конечно, в замке Балморал в Шотландии. Главное место, куда ездит отдыхать королевская семья. Ему нравилось приезжать туда, ходить по лесам, по полям. Ему нравилось охотиться. И это, кстати, всегда охота воспринималась как часть поведения джентльмена, как часть, если человек землевладелец, у него там, конечно же, есть какие-то животные, и он охотится, это естественная традиционная вещь. Ему нравилась просто природа, ему нравилось рыбачить, ему нравилось читать, рисовать картины. И Диана, в этот период короткий его ухаживания, ей это все тоже ужасно нравилось. Она ходила с ним на охоту, она проводила, в этой дождливой Шотландии, готова была с ним идти в резиновых сапогах, куда угодно. Она слушала все его рассуждения, которые потом казались ей такими ужасно скучными. И все это казалось ей прекрасным. Причем она была совсем девочкой. И очень многие люди, даже хорошо относившиеся к Диане, подчеркивали, что она была еще совсем не взрослой. Она ужасно боялась королевы, прямо вообще трепетала перед ней. Это, наверное, и более взрослые люди испытывали такое чувство. Но когда она принимала участие в королевском пикнике и увидела, как слуги выносят где-то там на лужайку скатерти, салфетки прекрасные, белые, накрахмаленные, и серебряную посуду, и бокалы, она сказала: вот это жизнь для меня. Ей, конечно, королевская жизнь представлялась таким чудесным пикником. В то же время тоже, как много написано о том, что она рассчитывала на то, что ее муж будет все время о ней заботиться. Очень много. И она сама говорила, наученная разными психологами, которые с ней прорабатывали ее травмы, и потом писали о том, как она боялась всегда быть отвергнутой. Что как ее мать ушла, когда она была совсем маленькой, как отец ее отправил в эту школу, так же ее все будут отвергать. Она беспрерывно к этому возвращалась в течение жизни. И она, конечно, рассчитывала на то, что ее муж это будет такой второй отец. И то, что Чарльз был настолько старше, ее тоже очень нравилось. Но, наверное, все-таки больше всего ей нравилось, что он был принцем. Чарльза разные друзья предостерегали, и, скажем, многие из них говорили, что она влюблена не в тебя,
Она влюблена в твой титул. Но это тоже звучит слишком как-то расчетливо. Расчетливости здесь не было. Перед ней был ореол сказочный, прекрасный. Принц, такой замечательный, такой интересный. У него все так интересно, у него такие друзья, у него такие занятия. Вот эта охота, вот эти разговоры. Она хочет жить этой жизнью. И когда в начале 81 года он делает ей предложение, она сразу соглашается. Причем, потом она говорила, что она сначала решила, что это шутка, и засмеялась. Но вообще-то это странно, потому что к этому шло уже несколько месяцев. И вот здесь тоже другой вопрос, который, по-разному решают и разные дают ответы. А Чарльз-то почему к ней посватался? Он был в нее безумно влюблен? Явно нет. Он, конечно, любил Камиллу. Диана, конечно, ему нравилась. Но никакой безумной страсти тут явно не было. Она ему была приятна, она ему нравилась. Как и многие другие девушки до этого. Наверное, она была хороша собой. Пришла пора, и на него очень давил отец. Там потом тоже была такая сказочка, что отец ему якобы сказал: ты вот поживи с ней 5 лет, если не выйдет, то разойдетесь. Это, конечно, не мог герцог Эдинбургский такого сказать, безусловно. Но, во всяком случае, отец давил, что мол, пора. И вот здесь начинается невероятно важная тема для всей этой истории – это роль прессы. Как только журналисты пронюхали про то, что у Чарльза появилась новая девушка, и как только они выяснили, кто она, это не сразу произошло, они не давали ей покоя. И они не давали покоя Чарльзу. Всюду писали: Чарльз, давай скорее женись, пора, пора. Ох, вот он поехал с ней туда, он пошел с ней сюда. Все как полагается у папарацци. Чарльз делает предложение, Диана соглашается. И все счастливы. Она прибегает в квартиру, где с ней живет несколько ее подружек, рассказывает им, все в восторге. А журналисты уже окружают ее квартиру. И сначала это такая игра. Она прячется от них, убегает. 24 февраля 1981 года было объявлено об их помолвке. Свадьба была 29 июля. Вот уже за эти месяцы стало очень многое ясно. И Диане, и Чарльзу. Другое дело, что ни один из них уже не мог сделать шаг назад, потому что они были постоянно под колпаком вот этого внимания всего мира. Наконец, принц Уэльский женится. Пытаются интервьюировать сестер Дианы, ее отца, мать, отчима, кого угодно. При этом бабушка Дианы, леди Фермой, которая была близкой подругой королевы-матери и такой придворной дамой со стажем, она не очень была довольна тем, как разворачивались события. При том, что потом даже была версия у журналистов, что эту свадьбу составили 2 бабушки. Бабушка Чарльза и бабушка Дианы, которые действительно очень тесно общались между собой. Но леди Фермой была такая женщина тоже из интересного материала сделанная. Когда разводились родители Дианы, и когда они в суде решали, кто будет иметь право на воспитание детей, то она свидетельствовала в суде против своей дочери. Так непонятно почему. Потому что та ушла к другому мужчине, или потому что ей было удобней, чтобы дети жили с отцом неподалеку от тех мест, где она живет, или по каким-то еще причинам. Во всяком случае, она свидетельствовала против дочери. И Диана ей, судя по всему, даже не очень сильно нравилась. Но вот в этот период, еще пока Чарльз ухаживал, она и сказала: ты понимаешь, у королевской семьи у них совершенно особый образ жизни и совершенно особое чувство юмора. Я не уверена, что тебе это понравится. Конечно, Диана была убеждена, что ей все понравится. Что происходит дальше? Как только становится понятно, что она уже невеста принца Уэльского, ее тут же должны охранять, во-первых. Ей выдают охранника. Тоже она вспоминала, как он ей сказал в последний вечер перед ее переездом уже во дворец. Он сказал: это последний вечер вашей нормальной жизни. Воспользуйтесь им как следует. Как потом она говорила, что ей показалось, что нож пронзил ее сердце, но это, может быть, задним числом. Так ей казалось. Ее перевозят в Кларенс-хаус, во дворец, где живет королева-мать. Несколько дней она проводит там. Тоже вот очень интересно сравнивать разные версии. То есть то, что она сначала была в Кларенс-хаус,
не вызывает сомнений. Но, как Диана говорила, что ее никто не встретил, но это все очень красиво изображено в сериале «Корона». Огромные залы, никого нет, никому она не нужна. А тут Диана говорила, что ее никто не встретил, ей никто не давал никаких советов, она была совершенно одна. Ну, вообще-то есть сведения о том, что в первый же вечер она там ужинала с королевой-матерью и с Чарльзом, конечно же, который ее здесь приветствовал, который помогал ей как-то освоиться. Но действительно, все равно в этом есть некоторая истина, потому что особых каких-то указаний ей никто не давал. Как сказал один придворный, никого не учат, как быть принцессой Уэльской. Титул принцессы Уэльской – это и есть обучение. То есть предполагалось, что она всему научится сама. Но тоже она потом говорила, как вот она вышла на первый званый вечер, она не знала, в какой руке держать сумочку и как себя вести, что говорить, что тоже немножко странно, потому что вообще-то она не из деревни сюда приехала. Но у нее такие были ощущения. Затем ее уже переселяют в Букингемский дворец, и это, конечно, тяжелое место. По сравнению с Екатерининским дворцом в Царском Селе, Букингемский дворец – это такой небольшой коттеджик. Но вообще-то это огромное здание, где у разных членов королевской семьи свои апартаменты, где одновременно живет множество людей, которые их обслуживают. Причем речь идет не только о горничных, скажем, об офисах их, об их секретарях, вот о тех, кто... Может быть, они даже не обязательно здесь живут, но они здесь постоянно находятся. Это нечто такое среднее между огромным домом и офисным зданием, потому что там еще и много разных дел решается. И Диане выделяют здесь квартиру, апартаменты. И тоже она долго потом часто вспоминала, как ей здесь было одиноко, как здесь ей было страшно. Вполне могу поверить, что ей было страшно. И уже в этот момент она свои страхи как-то вот изживает с помощью танцев. Как кто-то из вспоминавших о ней сказал, что она танцевала так много в эти месяцы перед свадьбой, что испортила паркет в музыкальной гостиной. То есть, конечно, она находилась в состоянии огромнейшего стресса. Она не понимала, как ей выходить отсюда, потому что там журналисты, она еще не привыкла к своей новой роли. Это все понятно, но их сразу начинаются проблемы. После помолвки Диана довольно быстро уезжает со своей матерью в Австралию. Мать Дианы была замужем за богатым австралийцем. Они вообще-то жили в Шотландии с отчимом Дианы, но у них были все время дела в Австралии. Вот Диана с матерью уезжает, там одновременно она уже как-то готовится к свадьбе. Версия Дианы. Все то время, что она была в Австралии, Чарльз ни разу ей не позвонил. Она пыталась позвонить ему и ни разу не могла дозвониться. Вот, то есть уже в это время Чарльз сделал ей предложение и тут же проявляет свою холодность и бесчувственность. Вот эта версия Дианы, конечно, в сериале «Корона» очень четко воспроизведена. Версия Чарльза и людей с его стороны, что он ей звонил. Правда, дозвониться до нее было трудно, потому что до нее постоянно пытались дорваться журналисты, поэтому ему приходилось дозваниваться, объяснять, что он действительно принц Уэльский, а не журналист, который выдает себя за принца Уэльского. Что они очень много говорили, потому что она все время ему звонила. Она знала его расписание, она знала, когда ему позвонить, и они много разговаривали. Вот две прямо противоречащих друг другу версии. Можно выбрать любую. Дальше она возвращается, тоже у нее обида, что Чарльз ее не встречает. Но у Чарльза своя программа, у него свои поездки, и никакая помолвка не может эти поездки остановить. Ей приносят букет, но так как к этому букету не приложено никакой записки, то она убеждена, что это просто кто-то в офисе Чарльза из его секретарей решил, что надо отправить букет, а вовсе не сам Чарльз. Но это версия Дианы, мы не знаем, как было на самом деле. И дальше вот эти несколько месяцев подготовки к свадьбе, с точки зрения Дианы, они показывают уже холодность Чарльза. Кроме того, она с безумным таким болезненным интересом хочет знать все о его девушках предыдущих. И очень быстро она узнает о существе, вернее, она была знакома с Камилой Паркер Боулс, но она узнает о той роли, которую Камилла играет
в жизни Чарльза. А Чарльз, расставшись с Камиллой, как с возлюбленной, продолжает с ней общаться и честно говорит Диане, что да, он любил Камиллу, но теперь они друзья. Это совершенно выбивает ее из себя. И опять вот совершенно разные версии. По версии Дианы, она видит, что Чарльз продолжает отношения с Камиллой, что он перед свадьбой дарит ей браслет с переплетенными буквами GF. Объяснение Чарльза: GF означало Girl Friday, девушка, пятничная девушка, прозвище, которое было у Камиллы. Объяснение Дианы: GF означает Gladys and Fred, прозвища тайные, которыми наградили друг друга Чарльз и Камилла во время их романа. Где правда, мы не знаем. Значит, она находит этот браслет. Каким образом она его находит? Она приходит в секретариат принца, и время от времени она вскрывает его письма. И надо сказать, что Диана занималась этим всю свою жизнь. Она вскрывала его письма, она подслушивала под дверью. У нее было такое болезненное желание подловить его. Ее совершенно сжигала ревность. Опять же, это как-то понятно, очевидно, в какой-то мере, хотя Чарльзу уже нелегко. И главное, что ревность это проявляется в невероятных перепадах настроения. Она то совершенно счастлива и весела, то она совершенно несчастлива. Она рыдает, истерики каждый день. Версия Дианы: Чарльзу наплевать на ее истерики, и он совершенно не обращает на них внимания. Версия Чарльза и его окружения, что Чарльз прилагал огромные усилия для того, чтобы ее успокоить, для того, чтобы ее поддержать. Другое дело – это то, что признают, конечно, и сторонники Чарльза, что он не очень понимал, как это делать. Чарльз, сам выросший в семье, где все, вот с этой самой stiff upper lip, где все холодны, по крайней мере, внешне, где никто не лезет в жизнь другого, не вмешивается, это считается дурным тоном. Он не очень понимает, как ему строить свои отношения со столь эмоциональной девушкой. И мы не знаем, может быть, он уже понял, что что-то не то, но уже невозможно все отыграть назад, весь мир ждет этой свадьбы. Точно так же, как Диана за день до свадьбы, вот увидев этот браслет, еще рассказала своим сестрам, что она не может выйти за него замуж, а сестры в изложении Дианы сказали ей: не повезло тебе, но уже все, твое лицо уже по всему миру на чайных полотенцах. Но чайные полотенца, посудные полотенца, как мы бы сказали, это то, что очень любят англичане, и всегда их продается в Англии огромное количество с разными красивыми рисуночками. Вот таких сувенирных полотенец с лицом Дианы было уже очень много. Так же, как и чашек, и всего другого. Все, отступать поздно. Опять очень трудно разобраться, где здесь правда, где позднейшее наслоение. Но, во всяком случае, ясно, что им было обоим нелегко в эти месяцы. И еще одна важная вещь. В этот момент никто не знает, что у Дианы развивается булимия. Диана всегда была обжорой, и она сама про это рассказывала с детства. Но дальше, опять же, по ее версии, все произошло, когда во время еще ухаживания принц ее приобнял за талию и сказал: о, ну тут мы такие полненькие немножечко. И что вот тут у нее щелкнуло, и у нее начались проблемы с едой. То есть она, как с некоторым удивлением рассказывала прислуга Букингемского дворца, а это тоже очень характерная вещь во всей этой истории, что каждый поделился с журналистами. Друзья, подруги, слуги, кто по улице проходил, просто все их выдавали. Вот, значит, прислуга дворца говорит, что она шла на кухню. Кухня в Букингемском дворце находится не так, чтобы вот прямо рядом с покоями принцессы Уэльской, и там что-нибудь ела. Причем не просто ела, она ела очень много. Она ела очень много мороженого, это очень характерно для людей, страдающих булимией. Ела очень много сладостей, потом ее рвало. Таким образом, она просто худела на глазах. Но она в течение довольно долгого времени очень умело это скрывала. Мать Дианы говорила, что она еще до свадьбы поняла, что у той проблемы с едой. Но ничего не сделала, чтобы вмешаться. Тоже очень характерная вещь. Вот то, что ни Чарльз, ни Диана не получали никакой поддержки от своих близких, это вот безусловный факт.
И вот здесь опять Диана считала, что булимия развелась у нее из-за холодности Чарльза, из-за вот этой вот враждебной обстановки во дворце, где она никому была не нужна. С другой стороны, мы знаем, что у ее матери были какие-то проблемы с едой, а у ее старшей сестры Сары была анорексия, ну, то есть как бы противоположность булимии, когда, наоборот, человек ничего не ест. И, возможно, были какие-то проявления булимии тоже, и она долго болела, пока, наконец, ее не уговорили лечь в больницу, и она выздоровела. Но Диана никому не говорит и очень успешно скрывает свое заболевание. Дальше, кстати, она много раз будет говорить, что она от него излечилась, а потом будут снова и снова появляться симптомы. И вот здесь тоже очень такой непростой вопрос, была ли у нее булимия просто, или были какие-то более сильные заболевания. Действительно ли булимия началась из-за того, что там Чарльз ее приобнял и что-то сказал, или из-за того, как она нервничала, или же что-то было раньше, как у ее матери и у ее сестры. Вот американская журналистка Салли Бэддл Смит, которая много лет работала в журнале Vanity Fair, написала книгу уже после смерти Дианы, в которой она очень убедительно, надо сказать, доказывала, что дело не в булимии. Она считает, что вот проблема, в частности, Дианы заключалась в том, что никто никогда не воспринимал ее симптомы целиком. А симптомов с каждым годом становилось все больше и больше. То есть истерики и вот эти вот перепады настроения были беспрерывно. Это то, что видел Чарльз, и то, что он сначала списывал на, ну, там, волнение перед свадьбой или после свадьбы, а потом постепенно это становилось все больше и больше, и он был просто в ужасе. И он пытался ее убедить пойти к врачам, но она врачам не верила и лечилась мало, неохотно. Но вот, значит, Салли Бэддл Смит считает, что, с одной стороны, перепады настроения, а с другой стороны, неоднократное нанесение вреда себе, там, когда она резала себя, колола, падала с лестницы, плюс булимия. Она считает, что это все вместе говорит о диагнозе, который никогда Диане никто не ставил, о пограничном расстройстве личности. Но ее потом, журналистку, потом критиковали и говорили, что как можно задним числом уже умершему человеку вот без психиатрического свидетельствования вынести такой диагноз. Но она не выносила как эксперт, но она считала, что это вот так. Во всяком случае, ясно, что у Дианы были очень большие психологические проблемы, которые в какой-то мере были видны, в какой-то нет, которые она скрывала. Естественно, речи даже не могло быть о том, чтобы она легла в больницу ни на каком этапе ее жизни. Никто ей это и не предлагал. Попытки ей помочь, в общем, заканчивались ничем. Она не хотела пить таблетки. Иногда она начинала пить какие-то антидепрессанты, но тут же бросала. Уже в расцвете своей славы в одном из своих публичных выступлений она сказала, что вот врачи все время хотят ее лечить от депрессии таблетками, а это неправильно. Что главное – это любовь, обнять человека и поддержать его. То есть это самое ужасное, что можно сказать, как мы понимаем сегодня. Когда больному депрессии говорят «держись, мы с тобой», это ничему не помогает. От депрессии лечится таблетками, от настоящей. А слова Дианы, конечно, повлияли на многих женщин. Но она и сама пыталась жить так. И вот эти симптомы еще, конечно, не так ярко выявлены, вот эти месяцы перед свадьбой, но они, в общем, уже были видны. Ко дню свадьбы Диана находилась в ужасающем состоянии, она потеряла очень большой вес, стала невероятно тонкой, она была постоянно в истерике, но, несмотря на это сказочная свадьба, которую смотрело 750 миллионов по всему миру, которая произвела такое невероятное впечатление. Вот она история о Золушке. Ну, конечно, не совсем Золушка, да, девушка из рода Спенсеров, но, во всяком случае, прекрасная молодая красавица, которая становится принцессой, а когда-то будет королевой. Но сама Диана говорила потом, что эта свадьба был самый ужасный день ее жизни. Хотя тут же она говорила о том, что она была так счастлива и так безумно влюблена в Чарльза, что просто не могла отвести от него глаз. Но уже в это время начинается ее болезненное такое вот сосредоточение на проблеме Камиллы, и это тоже потом очень сильно им повредит. Потому что она все время беспрерывно напоминала Чарльзу о Камилле, упрекала его, обвиняла и подозревала.
Хотя, несмотря на то, что Диана так этому, похоже, что и не поверила, но первые, по крайней мере, 5 лет их брака Чарльз, безусловно, старался быть хорошим мужем. Он пытался сохранять дружеские отношения с Камиллой, безусловно. Но романа, скорее всего, там не было в этот момент. Но вот за эти 5 лет их жизнь, конечно, очень сильно меняется. Они отправляются в свадебные путешествия на этой королевской яхте «Британия». И тоже есть описание того, как это все было прекрасно. Там, естественно, огромная свита с ними едет, команда гигантская. Но, как пишут те, кто были на яхте, что мы старались оставлять их в покое, мы давали им проводить как можно больше времени вдвоем, они выглядели такими влюбленными друг в друга, они были так счастливы. А в это же время есть история о том, как у Дианы уже во время свадебного путешествия беспрерывные истерики, как Чарльз ее утешает, как он не понимает, что делать. И видны и другие вещи. Например, Чарльз, бедняга, серьезно предполагал, что он будет каждый день читать Диане отрывки из своих любимых книг. Вот у него был такой очень важный для него человек, южноафриканский писатель, философ Лоуренс Вандерпост, человек, много писавший, там, скажем, выступавший против апартеида, много сделавший для развития экологического движения. Но дальше потом оказалось, что не такой уж он был благородный, каким он казался Чарльзу. Его обвиняли в том, что он девушку изнасиловал 14-летнюю, которую родители там поручили его заботам. Его обвиняли в том, что он там придумал свои подвиги военные. Но это для нас сейчас даже не важно. Чарльз считал его очень важным для себя, таким мудрецом, гуру. Вот он собирался читать книги этого Лоуренса Вандерпоста Диане и обсуждать с ней. Но ей это было совершенно неинтересно. Она вообще не понимала, о чем это. И дальше с каждым годом все больше будет видно, как ей неинтересно то, что делает Чарльз. Но Чарльзу неинтересно то, что нравится Диане. Он любит классическую музыку. Ну, в оперу она еще готова с ним пойти. А ей нравятся там рок-концерты. Ей нравится, ну так, с современным языком сказать, тусить в Лондоне. А Чарльз хочет жить за городом. А тут выясняется, что Хайгроув, недавно приобретенное им поместье, находится всего в 11 милях от дома, где живут Паркер Боулсы. И Диана не может этого пережить. И она начинает требовать, чтобы он продал это имение. И она начинает требовать, чтобы он расстался с этими друзьями, с этими, перестал их приглашать, потому что они говорили что-то против нее, потому что они наверняка на стороне Камиллы. И, в общем, жизнь их такая становится, прямо скажем, непростая. При этом, опять, еще раз, и у Дианы жизнь была невероятно сложной. Она, конечно, у нее никак не получалось вписаться в эту холодную, размеренную жизнь королевской семьи. Но и у Чарльза жизнь была очень нелегкой. Он просто не мог понять, как ему помочь Диане. Дальше происходит еще несколько вещей. Ну, во-первых, у них появляются дети. И это сразу дает Диане какое-то новое измерение. Она становится матерью, заботливой, невероятно любящей. Но дальше, что касается ее отношений с мужем, тут тоже очень разные рассказы. Версия Дианы о том, что он почти не занимался детьми, что когда родился Гарри, он с возмущением сказал: опять мальчик, еще и рыжий. А рыжий – это Спенсеры рыжие. Есть версия Чарльза о том, как он был заботливый отец, как он, конечно, должен был выполнять свои обязательства, как всегда, но как он старался заниматься с мальчиками. Ну и мы видим действительно, что он всегда любил своих сыновей. Вот две версии. И здесь тоже начинаются у них такие расхождения. Дальше начинается еще одна вещь. Диана из этой невероятно робкой, зажатой девушки, которая не понимает, как ей разговаривать с членами королевской семьи, где, когда надо делать какой реверанс, кому подавать руку, куда идти, она превращается в суперзвезду. Вот эта перемена впервые стала видна во время их тура по Австралии и Новой Зеландии, который был невероятно тяжелым, потому что там было очень жарко, там были бесконечные встречи каждый день одна за другой. Там надо было тысячи и тысячи рук пожимать каждый день, улыбаться в этой дикой жаре. То есть это был какой-то ад кромешный. Но в это время
Конечно, под влиянием журналистов во многом. Но, наверное, дело просто не просто в журналистах, а в том, что вот это обаяние Дианы стало всем видно. И вот здесь начинают кричать: «Мы хотим Диану!» И когда они выходят с двух сторон машины, чтобы пожимать руки, то с той стороны, где выходит Чарльз, и говорят: «Ой, почему у нас Чарльз?» А он к этому не привык, он принц Уэльский. И с одной стороны, он, конечно, он говорит: «Это моя жена, как я ей горд, как она красива, как она прекрасна», и все и такое прочее. Где там, когда у него появились по этому поводу какие-то сомнения и какое-то недовольство, мы не знаем. Опять же, Чарльз человек закрытый. Но сразу вспоминаешь, Диана любила сравнивать себя с Джеки Кеннеди по разным поводам, но сразу вспоминается, как когда чета Кеннеди приехала в Европу, и Жаклин Кеннеди была окружена тоже невероятным интересом журналистов и публики, и Кеннеди в Париже сказал: «Я тот человек, который сопровождал Жаклин Кеннеди во Францию, и мне это очень нравится». Но Кеннеди с его дикой популярностью мог себе это позволить. А принц Чарльз, тоже зажатый, закомплексованный, неясно, нравилось ли ему, то есть потом совсем не нравилось, а вот в эти первые годы нравилась ли ему популярность жены. Королева в какой-то момент, несмотря на то, что тоже, о чем Диана все время говорила, что королева никогда никого не хвалит, это не в ее обычае, королева издала официальное заявление, как она довольна успехами своей невестки и на родине, и за границей, как она ей благодарна. То есть вообще это невероятный шаг со стороны королевы. А Диана все время хотела другого, чтобы королева ее обняла, поцеловала, сказала там, не знаю, доченька. Но это было невозможно. Абсолютно. Это вот королеве такое в страшном сне не могло присниться. Она с собственными детьми так никогда не разговаривала. И дальше получается, что с каждым годом они расходятся все больше, вот этих всех скандалов все больше. Диана потом говорила, что последние месяцы ее беременности, второй беременности с Гарри, были счастливейшими месяцами их жизни, а вот после того, как Чарльз так ужасно отреагировал на рождение мальчика, потому что она знала, что это мальчик, она делала ультразвук, но ему не сказала, то вот тут-то все покатилось под гору. Но тут очень опять сложно понять, как все происходило дальше, но к середине 80-х годов, то есть через 5-6 лет их брака, у них плохие отношения. Диана невероятно страдает от булимии, от депрессий. На третьем месяце, еще когда была беременна Уильямом, она сбросилась с лестницы. И опять, значит, есть версия Дианы, что она настолько была унижена холодностью Чарльза, что она решила, ну, она сама понимает, что все-таки не покончит с собой, ну, как бы вот привлечь его внимание, и она кинулась с лестницы. Чарльз никак не отреагировал, только королева пришла, которая была в ужасе, ей тут же вызвали врача, а Чарльз сел, поехал кататься верхом. Версия Чарльза, что он вызвал ей врача, оставался с ней до того момента, пока пришел врач, и потом еще, пока она не успокоилась, когда выяснилось, что никакой угрозы нет, то он повез ее там куда-то на барбекю. Есть третья версия, что вообще на самом деле она просто оступилась. Какую мы выбираем, я не знаю. Дальше вот они расходятся все больше этих сцен, истерик. Невероятно ее сосредоточенность на Камилле растет с каждым днем. И она, ну, как она утверждала, что она слышала, как он в ванной комнате говорил с ней по телефону, с Камиллой, и говорил, что он ее любит. Хотя здесь тоже есть какие-то несовпадения. Тот год, который называет Диана, у Чарльза еще не было мобильного телефона. Ну, может быть, у него был телефон в ванной комнате какой-то. Но, во всяком случае, она просто сходит с ума из-за Камиллы, из-за холодности Чарльза, а Чарльз сходит с ума от того, что происходит. И дальше они, значит, расходятся все больше и больше. И вот где-то в районе 86 года, очевидно, у Чарльза, во-первых, возрождается его роман с Камиллой, как потом он скажет, что он не изменял жене, пока он пытался сохранить их брак. Когда он понял, что все поздно, то он стал искать утешения у своей любимой женщины. Надо сказать, что примерно в это же время у Дианы начинается бурный роман, который будет длиться 5 лет, с кавалерийским офицером Джеймсом Хьюитом,
который учил ее верховой езде, потому что она как-то с детства плохо ездила. У них начинается роман, и, очевидно, ей нравится выступать в каком-то совершенно новом качестве, потому что роман начинается по ее инициативе. Она главная, она звонит ему и зовет его к себе, когда у нее есть такая возможность. А Хьюитт, человек из среднего класса с амбициями попасть в высший класс, temporary gentleman, как называли таких во время Первой мировой войны, то есть временный джентльмен, то есть стремящийся вот туда наверх. Для него это, конечно, невероятно лестно, но, судя по всему, конечно, он безумно влюблен в Диану. Супруги дрейфуют в разные стороны, но брак сохраняется. Мало того, фасад по-прежнему прекрасен. Иногда журналисты пишут о том, что что-то там не то, судя по фотографиям, в семье принца Уэльского, но, в общем, по-прежнему такой солнечный совершенно фасад. Диана в это время очень много занимается благотворительностью, как, впрочем, и все члены королевской семьи. Это тоже их уязвляет, потому что, скажем, у Чарльза очень большой фонд, который, ну, у него там много разных программ, но у него уже тогда был большой фонд, помогавший молодым людям из городских неблагополучных семей, про которые почти никто не писал. У принцессы Анны, сестры Чарльза, тоже был фонд, которым и есть, которым она очень много занимается, помогая детям в развивающихся странах. Но, конечно, пишут прежде всего о Диане из-за ее красоты, из-за ее обаяния. И Диана действительно делает вещи, на которые другие не решаются. Вот этот знаменитый ее жест, который часто представляли как импульсивные действия, хотя на самом деле все было продумано заранее. Когда в 1987 году она приходит в клинику, где лечат больных СПИДом, не лечат, где лежат больные СПИДом, а в этот момент еще существует такая безумная истерика вокруг СПИДа, это чума 20 века, это наказание за грехи, можно заразиться, только прикоснувшись к больному, или там надев его одежду, или еще что-то такое, все это глупости, конечно. Но вот Диана приходит в эту больницу и подает руку больному СПИДом человеку. Судя по фотографии, кстати, я вот долго ее разглядывала, мне кажется, что это женщина. Но там это совершенно непонятно. Специально, очень характерно для этого времени. То есть фотография сделана так, чтобы была видна Диана, а пациент только сзади его снимают или ее, чтобы не было понятно, кто это, соблюдает приватность. Но вот это, конечно, ее рукопожатие очень много сделало для развития такого человеческого отношения к ВИЧ-инфицированным и к тем, у кого СПИД. Для 1987 года это был действительно героический поступок. И пресса восхваляет ее. Ну, впрочем, когда-то восхваляет, когда-то ругает, обсуждает ее наряды. А наряды у нее все более и более изысканные. Тоже одна из ее претензий к Чарльзу, что он все время унижал ее, говорил, она там в черное оделась в какой-то момент, еще даже до их брака. Он сказал, члены королевской семьи ходят в черном только когда траур. Ну, вот я еще не член королевской семьи, а у нее какое-то было роскошное черное платье. Но очень скоро Диана становится законодательницей мод, ее потрясающая фигура, никто не понимает, что это из-за булимии. Она абсолютно такая суперзвезда, весь мир ее знает, возникает понятие Диана-мания. При этом она проходит разные периоды. Ну, когда брат Чарльза, принц Эндрю, женится на Саре Фергюсон, знаменитой Ферги, женщине совершенно другого характера, веселой, открытой, хотя она совсем не из такой аристократической семьи, как Диана, но она очень легко вписалась в жизнь королевской семьи, у нее были прекрасные отношения с королевой поначалу. Потом ее тоже травили журналисты, особенно потому что она, значит, лишний вес, всех невероятно шокировал ее. Она была герцогиня Йоркская, Duchess of York, и, значит, какая-то газета написала Duchess of Pork, значит, свиная герцогиня. Можно себе представить, что это все значило. Но вообще Диана, она дружила с Ферги еще до ее брака, и они дружили потом. И Чарльз ей несколько раз говорил, почему ты не можешь быть такой, как Ферги? Вот такой веселый, открытый, не реветь все время. И она какое-то время пыталась быть как Ферги. Они какие-то дурацкие розыгрыши устраивали, там что-то переодевались полицейскими, куда-то пытались влезть в виде полицейских, еще там что-то, еще что-то. Потом Диановски поняла, что это совсем не ее стиль. И она от этого отошла. И все-таки она начинает совершенно по-другому выстраивать свой имидж. Дальше происходит много странных и печальных вещей.
С начала 90-х годов Диана в постоянной истерике от того, что происходит. Она все время пытается выяснять отношения с Чарльзом, а иногда, наоборот, они неделями не разговаривают. Ей кажется, что ее преследует вся королевская семья, что ее все ненавидят. Но надо сказать, что она ведет себя так, что, в общем, действительно к ней относятся не очень хорошо. Но опять, кто здесь виноват, где начало вот этой порочной цепи, тут сказать очень трудно. У нее романы, причем довольно много, и ведет она себя иногда очень странно. Ну, там, она обожала этого Джеймса Хьюитта. Когда того отправили служить в Ирак во время войны, то она сходила с ума совершенно. Потом она просто вот закончила с ним отношения, просто перестала допускать к себе. Как он потом говорил, я даже не имел возможности попрощаться. Но он, конечно, ей отомстил своей книгой. Но об этом сейчас еще поговорим. Потом у нее другие романы. Она, скажем, была тоже безумно влюблена в такого Оливера Хоуэра, большого специалиста по исламскому искусству. И она беспрерывно звонила ему домой и молчала. Ну, такое поведение, которое обычно там старшеклассницы так себя ведут. И таких звонков было очень много, и ночью иногда. И в конце концов Хор и его жена, они обратились в полицию. И полиция проследила эти звонки к Кенсингтонскому дворцу, где жила Диана. И с большим трудом этот скандал удалось замять. Она не очень понимает, как себя вести. Ну и к началу 90-х, когда она ощущает себя совершенно затравленной и покинутой Чарльзом, опять же, хотя формально все как было, то она решает нанести удар. Позже, уже через несколько лет, один из журналистов, общавшихся с ней, сказал такую удивительную фразу. Он сказал, я был поражен, как она смело со мной разговаривала. У нее была храбрость загнанного в угол кролика. Вот я думаю, что уже к началу 90-х она чувствовала себя таким загнанным в угол кроликом. И ужасно, конечно, то, что ей никто не мог помочь. Ей просто некому было обратиться. У нее были плохие отношения с матерью. То есть там то лучше, то хуже. Но мать довольно откровенно давала интервью. Для Дианы это сразу означало конец отношений. У нее были сложные отношения с сестрами. Отец обожал ее, но к этому времени он уже умер. Сначала она ненавидела свою мачеху, как и все ее, значит, и брат, и сестры. Потом под конец она с ней подружится. Но, во всяком случае, это не та женщина, к которой она может обратиться за помощью. У нее были хорошие отношения с отчимом, но он в какой-то момент уходит от матери, более молодой женщине, и мать, очень интересно, винит Диану. Она говорит, что, по крайней мере, в ее представлении ее брак рассыпался, потому что ее муж не выдержал вот этого постоянного давления журналистов. Насколько это правда, мы не знаем. Она пытается все время как-то обратиться за помощью к королевской семье, но ни королева, ни принц Филипп, никто не считает возможным вмешиваться. У нее есть множество друзей и подруг, но с ними очень сложно складываются отношения. У Дианы за ее недолгую жизнь было множество друзей, которых она постоянно меняла. Вот эта ее импульсивность, а может быть и ее болезнь, приводили к тому, что она с невероятной силой проявляла свои дружеские отношения, точно так же, как в ее романах. Вот обожает там этого Джеймса Хьюитта или Оливера Хора, и вся она в этой любви. Точно так же она вся в дружбе. Потом что-то происходит, подозревает подругу, что та выдает ее журналистам, или что та симпатизирует Чарльзу, или еще что-то. Все. Она могла моментально прекратить общение. Иногда потом это возобновлялось. Но у нее такой происходил все время круговорот друзей. С каждым годом она все больше концентрировалась на отношениях с друзьями. Ну, потому что больше особенно нечего было делать. Она беспрерывно говорила по телефону. Иногда она носила 4 мобильных с собой, иначе все время звонила друзьям и подругам, о чем-то с ними жаловалась им, говорила. Но тут большой вопрос, кто из них мог решиться даже дать ей совет. Потому что иногда ей говорили, вот этого делать не стоит, и она тут же это воспринимала как оскорбление. Ее с каждым годом все больше окружают астрологи, целители, знахари какие-то, предсказатели. Она очень интересуется восточной медициной, она интересуется какими-то совершенно паранаучными вещами.
И вот часто она им изливает душу. А что уж там они ей советуют, мы не очень понимаем. То они ее лечат ароматерапией, то гидроколонотерапией. То есть, ну, попросту говоря, как моя клизмы ставят. То ей делают иглоукалывание, то ей составляют астрологические прогнозы и говорят, что она обязательно воссоединится с Чарльзом. То есть ее окружают какие-то совершенно безумные, вот с моей, может быть, мещанской точки зрения, люди. И, в общем, ей, конечно, особенно не на кого опереться. Особенно, вот, учитывая ее невероятную обидчивость, вспыльчивость и умение так вот взять и расстаться с людьми. При этом ее все время окружают журналисты. И вот здесь возникает особый вопрос об отношении Дианы и средств массовой информации. Я начала с того, что журналистов обвиняли в том, как они ее травили, не давали ей. Даже не травили, они иногда ужасные вещи писали, но еще больше писали прекрасные вещи. Но они не давали ей жить. Они стояли кольцом вокруг ее дома. Каждый мужчина, с которым она где-то пообедала, тут же становился претендентом на роль ее нового любовника. Его тоже преследовали, фотографировали, интервьюировали. Естественно, покупали рассказы ее слуг, ее секретарей. И большинство из них, конечно, продавалось. И это тоже не улучшало ее состояние. Вот так она существует вроде бы в этом вот кольце папарацци, которые хотят сделать только какой-нибудь новый снимочек. С другой стороны, давно замечено, и многими, включая ее родных, говорилось о том, что Диана вообще-то не скрывалась от журналистов по-настоящему. Что, наоборот, когда ей нужно было, она приглашала их. Чарльз считал, что Диана просто купалась в этом море внимания журналистов. И не только Чарльз. И вот кто была Диана? Жертвой папарацци или же женщиной, которая стремилась к этому вниманию и пыталась, иногда не очень умело, использовать в своих интересах? Опять есть совершенно разные версии по этому поводу. Но во всяком случае, в начале 90-х она решает использовать одного из журналистов. Ну, количество журналистов в таких крупных газетах, писавших о жизни королевской семьи, было не так уж велико. Понятно, что там фотографов могли быть десятки, так было некоторое количество журналистов. И она очень хорошо знала, что вот эти пишут в основном симпатии к Чарльзу, а эти к симпатии к ней. И она через своего приятеля Джеймса Колдхерста связывается с одним из таких журналистов, которого звали Эндрю Мортон, который много писал о королевской семье, и говорит, что она хотела бы, чтобы он написал книгу, основанную на ее интервью. Сам он потом вспоминал, ну тоже это его версия, как он впервые слушал ее запись, сейчас мы еще поговорим, как они делались, перед ним открывалась совершенно другая Диана с булимией, с этими бесконечными рвотами и обжорством, с депрессиями, с попытками самоубийства. Хотя я впервые, ну, как он утверждает, узнал о роли Камиллы Паркер Боулс в жизни семьи Дианы. И для него, как он пишет, это было полное потрясение. При том, что он был журналист, писавший эту светскую хронику. И дальше она хочет, чтобы он написал книгу. Но это должно оставаться в полной тайне. Он не может приходить к ней в Кенсингтонский дворец и записывать интервью. И тогда они придумывают такую сложную схему. Вот этот самый Джеймс Колдхерст, врач к тому же и приятель Дианы, он может к ней запросто приходить в гости. И он приходит в гости, он проносит с собой микрофон, они там закрываются, выжидают, когда, естественно, он приходит, когда Чарльза нет, прислугу отпускает. Он приносит список вопросов, составленных Эндрю Мортоном, а тот быстро понял, что, скажем, по утрам Диана говорит больше, она лучше себя чувствует. К вечеру она нервная, изможденная, поэтому у него были разные такие варианты. Вот смотря, когда Колдхерста позовут. И тот задает эти вопросы, она наговаривает на магнитофон, он приносит журналисту. И таким образом было записано много рассказов Дианы, в которых она впервые рассказала то, что сегодня знает весь мир. А в тот момент это было невероятной сенсацией. Она рассказала вот обо всех своих этих симптомах.
ужасных. Она рассказала свою версию истории с Чарльзом, о его бессердечии, о его холодном отношении, о его романе с Камиллой и о многом другом. Она рассказала о том, как плохо к ней относится королевская семья. Все это Мортон выслушал, записал, причем там было много сделано для того, чтобы обезопасить Диану. Он, скажем, какие-то ее прямые цитаты он раскавычил. Ну, они пытались скрыть, что она давала интервью. То есть он писал, как мне говорил один из друзей Дианы. А на самом деле это были слова Дианы. То есть как-то он маскировал это. И он написал вот эту очень откровенную книгу. И дальше было решено, что она будет печататься. Причем там можно было в разные газеты. Конечно, разные газеты бы за это схватились. Она хотела, чтобы это была какая-то уважаемая газета. Это печаталось таким вот с продолжениями в газете Sunday Times. И когда все было готово, то редактор главный Sunday Times пошел к хозяину, к знаменитому магнату Руперту Мердоку, и сказал, что вот у нас такая книга. При этом Диана попросила своих друзей поговорить с Мортоном, и он ссылается на друзей. Семейные фотографии он получил. То есть это все было достаточно так обосновано. Хотя, конечно, книга абсолютно субъективна и дает абсолютную версию Дианы. Мердок сказал, я, конечно, вас поддержу. Он прекрасно понимал, какая это сенсация. Но учти, что вас будут пытаться уничтожить. Ну и что-то в этом роде и произошло. Разразился невероятный скандал. Естественно, все читали эту книгу. Естественно, Букингемский дворец был в ужасе совершенно. И вот с этого момента идея о том, что можно продолжать сохранять этот красивый лакированный фасад, она уже ослабевает. И пока речи о разводе нет. Еще все-таки ни Диана, ни Чарльз этого не хотели. И никто не хотел, чтобы развелись родители будущего короля. Даже сам Чарльз, будущий король, и принц Уильям, будущий король. Поэтому после публикации, в 1992 году, она вызвала скандал. При этом Диану, естественно, спрашивали, имеет ли она какое-то отношение. Она говорит, а я никогда даже не встречалась с господином Мортоном. Что правда, она никогда ему не давала прямо интервью. Муж ее сестры, Роберт Феллоус, который занимал важный придворный пост, несколько раз спрашивал Диану, имеешь ли ты какое-то отношение к этой книге? А он такой был суперчестный. Она ему сказала, нет. Он доложил об этом наверх. И потом, когда выяснилось, что все-таки она имеет, это очень сильно испортило, конечно, ее отношения с сестрой. Но она всячески делала вид, что она тут ни при чем, не знает, куда это взялось. Вот мои друзья сказали, мало ли что. Но когда ей предложили подписать письмо, возмущенное о том, как искажены сведения в этой книге, она, конечно, отказалась. С этого момента, с 1992 года, начинает уже идти речь не о разводе, но о том, что называется separation. То есть о том, что Чарльз и Диана будут жить отдельно, но они будут по-прежнему считаться мужем и женой, они будут по-прежнему выполнять свои официальные обязательства принца и принцессы Уэльской, они даже продолжают ездить в какие-то поездки вместе, хотя, опять же, журналисты пишут, ой, наконец, они помирились, они так прекрасно выглядят, а выясняется, что там за кулисами по-прежнему рыдания, по-прежнему ссоры. Проходит около 2 лет, и в 1994 году Чарльз дает телевизионное интервью. И это интервью смотрят миллионы людей. И в этом интервью он очень честно рассказывает свою версию о том, как он пытался спасти брак, как это было тяжело. При этом он очень так аккуратно и хорошо говорит о Диане, и он произвел вообще сильное впечатление, и сразу рейтинг его повысился, и сразу большее количество людей стали говорить, что он достоин того, чтобы быть королем. И вот здесь в этом интервью его спрашивают, а изменяли ли вы жене? И он говорит, я не изменял ей, пока была надежда спасти наш брак, ну а потом, да, изменял. Он не называет прямо имя Камиллы, но всем ясно, что речь идет о ней. Диана знала, ей, конечно, сообщили заранее, в какой день будет показано это интервью. И в этот день она была на приеме очередном благотворительном. И есть знаменитые фотографии Дианы в роскошном коротком черном платье. Журналисты сразу назвали его revenge dress, платье мести.
То есть она приходит вот в этот вечер, когда показывают интервью Чарльза, она приходит в роскошном платье, дивно выглядящая, веселая, такая якобы уверенная в себе, и вот проводит вечер, всем показывая, что ей наплевать. Хотя на самом деле ей, конечно, совсем не наплевать. Ей становится все хуже и хуже. В том же 1994 году она получает еще один ужасающий удар, когда выходит книга, написанная женщиной, которую зовут Анна Пастернак, и она племянница Бориса Леонидовича, что не способствовало ее стилю, потому что книга эта написана в каком-то невероятно пошлом, цветастом духе любовных романов. И называется «Любовь принцессы». И эта книга основана на откровениях того самого Джеймса Хьюитта, у которого 5 лет был роман с Дианой. И он рассказал за большие деньги, он рассказал все, как они встречались, где, когда, как они занимались любовью, с какими-то подробностями. Ну, надо сказать, что потом не было журналиста, который бы вообще не оттоптался на нем, и какие только ужасные слова ему не говорили. И он был просто опозорен совершенно. Но он получил огромные деньги. И Диана, опять же, узнав, что готовится такое издание, она пыталась его остановить. И она позвонила ему, на что он ей сказал: «Я больше не считаю себя твоим другом». Ну и, в общем, наверное, его тоже можно понять. Хотя в истории Дианы было много неприятных и грязных моментов, но вот, пожалуй, Джеймс Хьюитт самую такую мерзость совершил, подставив ее невероятно. Но борьба на этом не останавливается. И на следующий год, в 1995 году, Диана дает интервью в программе «Панорама» журналисту, которого звали Мартин Башир. И здесь тоже очень странная история. Потому что, как выплыло потом, хотя Башир это отрицал всячески, что он пришел к графу Спенсеру, брату Дианы, и показал ему, а потом и Диане, какие-то документы, из которых следовало, что за ней следят какие-то люди из ее окружения. И, очевидно, сообщают информацию и в Букингемский дворец, и журналистам. То есть, сделала вывод Диана, скоро будет слита какая-то компрометирующая ее информация, и будут какие-то новые публикации или интервью в пользу Чарльза. И поэтому она спешит высказать свое мнение. Башир потом прославился невероятно, потом он был тоже окружен ужасной всякой критикой, и не только за него это интервью с Дианой. Он оправдывался и говорил, что ничего, он никаких этих документов не показывал. Ну, в общем, там тоже какая-то грязная, непонятная история, но она согласилась, она жаждала нанести еще один удар. Опять все это происходит секретно, она отпускает всех слуг из дворца. Когда приезжает съемочная группа, она сама открывает им дверь в Кенсингтонский дворец. Они входят, значит, устанавливают оборудование, несколько часов ее интервьюируют, и потом из этого 55-минутное интервью получается, где опять она очень подробно рассказывает, какой гад Чарльз. При этом она отвечает на вопросы о Джеймсе Хьюитте и говорит, что да, она его обожала, и о многом другом она говорит так очень откровенно. И обвиняет Букингемский дворец в том, что за ней следят, что ее хотят погубить. Один из друзей Чарльза потом сказал, что это было проявление паранойи у Дианы. Ну, потом он даже извинялся. И друзья Дианы, и друзья Чарльза были очень шокированы этим интервью. Но публика была счастлива, и при этом, там опять все время рейтинг считают, при этом, значит, большинство смотревших, там тоже, конечно, миллионы смотрели, и большинство смотревших сказали, что они на стороне Дианы. Ну и вот после этого интервью стало ясно, что даже фасад не сохранить, что это невозможно. И уже королева пишет им письмо, их Чарльзу и Диане, и говорит, что они должны развестись и сделать это как можно скорее. При том, что это, конечно, был невероятный шок. В британской королевской семье много было странных персонажей. Чарльз когда-то говорил, ну так, как бы в шутку, а что, я буду первый принц Уэльский, у которого не будет любовницы? Принцам Уэльским всегда много чего прощалось. Мы знаем,
ну, будущего короля Георга IV, который много лет был регентом, ну, он был сначала просто как бы фактически регентом, потом официально регентом при своем отце Георге III, у которого было психическое заболевание. Это конец XVIII, начало XIX века. Он всегда отличался крайне легкомысленным образом жизни. Георг III был человек серьезный, правильный, а наследник его, вот как только он получил независимый дворец и какие-то деньги, он начал вести развеселый образ жизни. Он молодым женился на женщине Мэри Фицгерберт, католичке, без разрешения короля, отца, хотя по закону он не мог жениться без разрешения короля, соответственно, этот брак не мог считаться законным, а он женился. Потом у него было тоже невероятное количество любовниц. Потом отец сказал, что он покроет его долги, а долги его были до неба, если он женится на своей кузине, Каролине Брауншвейгской, которую он даже не видел к этому моменту. Ну, раз долги, то хорошо, женился. И у них родилась дочь. После чего они тут же разбежались, оба вели очень экстравагантный образ жизни. И в конце концов, когда Георг III скончался, то принца-регента короновали в Вестминстерском аббатстве, а его жена явилась, она к этому моменту уже путешествовала по Европе, она явилась в аббатство и пыталась прорваться на коронацию, потому что она хотела, чтобы ее тоже короновали. А он велел ее не пускать. И стоял в аббатстве и заигрывал там с дамами. Она умерла через несколько недель после этой коронации и утверждала, что ее отравили. Хотя доказательств, конечно, никаких нет. Ну, вот этот вот разбитной, развратный модник, гуляка, принц-регент, несмотря на это, да, Риджент-парк в его честь названо, Риджент-стрит, много других мест, портреты его, ну и ничего. У королевы Виктории Эдуард принц Уэльский, ее сын, будущий король Эдуард VII, он боялся своей матери, действительно, что не мешало ему тоже такую вот просто цепочку актрис, светских дам. У него был роман с леди Рэндольф Черчилль, матерью Уинстона Черчилля. У него был роман с Сарой Бернар. У него был роман с Алисой Кеппель про бабушкой Камиллы. Когда Камилла познакомилась с Чарльзом, она сказала: ты знаешь, что у наших предков был роман? Он вообще учился в Кембридже, но его отправили, как принца Уэльского, на военные маневры, и он туда провез с собой актрису, с которой у него был роман, и она 3 дня, одетая в военную форму, там, конечно, другие офицеры все это покрывали, она жила в его палатке. И когда это выяснилось, он уже вернулся в Кембридж, что его отец, принц Альберт, муж королевы Виктории, он был тяжело болен в это время, но он поехал в Кембридж, чтобы призвать сына к порядку. И после этого умер. И мать считала потом до конца жизни, что это вот из-за сына он умер. И простить сыну не могла. Ничего, тоже стал королем. Эдуард VIII, старший сын Георга V, который тоже, будучи принцем Уэльским, множество у него было таких фантастических совершенно романов, бурных. И вот такая интересная вещь. Значит, он там едет в Индию с официальным визитом, это 20-е годы 20 века, и кто-то из его сопровождающих записывает, что да он только о своей возлюбленной думает, что ж это такое? Ну, то есть это вот просто вызывает, как это так, принц Уэльский и любовь. И когда в 1936 году умирает его отец, и он становится королем, то он заявляет, что он хочет жениться на своей возлюбленной, на дважды разведенной американке Уоллес Симпсон. Это производит невероятный совершенно шок. Там, очень интересно, собрали представителей британского содружества и премьер-министры Австралии, Канады. Они сказали, этого не может быть. Этого быть не может. Король не может хотеть жениться на разведенной американке. Как? А премьер-министр Новой Зеландии, он вообще про это ничего не слышал, и он не мог поверить, что решил, что там издеваются над ним. И, конечно же, это нет, это невозможно. И тогда он отрекся от престола. И очень интересно, что вот он потом получил титул герцога Виндзорского, но не более того, потому что там потом полжизни боролся, чтобы ей дали титул ее королевского высочества, что, конечно, было исключено. Но у него такая тоже была сомнительная жизнь. Он встречался с Гитлером, у него какие-то были пронацистские, ну, может быть, не очень сильные, такие прогерманские симпатии, но всегда главная вина его была вот не в этих симпатиях, а как он мог отречься?
Как это можно? Вот свою корону променять, видите ли, на любовь. Хотя у них потом долгий был брак, и, судя по всему, они были очень привязаны друг к другу. Вот такие вещи до Чарльза бывали. Но разводов в королевской семье очень интересно. После Генриха VIII, который развелся со своей первой женой, в начале XVI века, следующий развод был у принцессы Маргарет, у сестры королевы Елизаветы. И то, значит, все знают первую часть романтической истории, когда Маргарет хотела выйти замуж за Питера Таунсенда, тоже разведенного человека. И это обсуждали архиепископ Кентерберийский, и кабинет министров, и королева. И в конце концов она отказалась от этого брака. Но затем она выходит за знаменитого фотографа Армстронга Джонса, он становится лордом Сноуденом, а через некоторое время они разводятся. Вот это был первый развод. Но сегодня уже королевская семья знает много разводов. Ну, еще, да, нет, конечно, к этому моменту уже развелись принц Эндрю и Ферги. Но все-таки принц Уэльский, уже невозможно. И начинается мучительное обсуждение условий развода. Речь идет о деньгах, которые она должна получить. Естественно, речь идет о том, с кем останутся дети. Диана в какой-то момент говорила, что вот я заберу детей и уеду жить за границу. Я говорю, дорогая, это невозможно. Но они оба наследники престола. И это решает правительство. Без разрешения королевы и премьер-министра ты никуда их не можешь увезти. Ну, естественно, было достигнуто такое достаточно дружеское соглашение, и она получила деньги. Главная была проблема, вот тоже удивительно, главная проблема была в том, сохранится у нее титул тоже ее королевского высочества или нет. Вроде бы как она сама отказалась от этого титула, но она говорила, что она отказалась, потому что она понимала, что королева хочет, чтобы она отказалась. А королева действительно этого хотела, и потом королеве неоднократно это ставили на вид. После гибели Дианы была такая идиотская идея, а давайте мы задним числом снова ей вернем этот титул, что довольно странно. Но тут для Дианы с ее таким обостренным самолюбием проблема заключалась в том, что если она лишалась титула ее королевского высочества, это значит, что на каких-то приемах, где она все равно должна была бы быть, она, например, должна была бы делать реверанс разным членам королевской семьи, которые до этого занимали меньшее место, чем она. Ну, это вот какие-то такие не очень, наверное, понятные для нас простых смертных вещи, а с другой стороны, может быть, и понятные. И вот Диана оказывается свободной женщиной, и ей надо найти себя, ей надо понять, что она будет делать. А она к этому времени она знаменита как такая звезда благотворительности. Что это значит? Она не занимается сама работой благотворительных фондов. Ее задача, как и у всех членов королевской семьи, это не ее личная особенность. Это, конечно, так сказать, торговать лицом. Она обеспечивает фандрайзинг. Она является патроном некоего фонда, некой организации. Она, скажем, приходит на благотворительный обед в помощь этому фонду. И билет на обед, где присутствует принцесса Уэльская, стоит, там, скажем, $1000. И приходят люди, которые платят за возможность пообедать с ней. Таким образом, она собирала, конечно, огромные деньги для своих фондов. И здесь она тоже хотела соревноваться с Чарльзом. У всех членов королевской семьи есть подопечные им организации. И она в какой-то момент, у нее сначала было 60 фондов, чьим патроном она была, потом их стало 100. Естественно, было невозможно вникать в работу этих фондов. Но от нее хотели просто, чтобы она как-то вот там участвовала, чтобы появлялась. Ее лицо уже дорогого стоило. Но, в общем, кроме этого, у нее особенно ничего не было. Она заявила, что она уйдет от публичной жизни, откажется от своих обязанностей члена королевской семьи. Что так, конечно, всех удивило. Дальше вот после развода она оставила себе из всех этих многочисленных фондов, она оставила себе всего 6. Но она была в таком ужасном состоянии, что многие из этих фондов узнали об этом по телевизору. Она оставила 6, но причем очень характерно. Это были, скажем, там фонд помощи прокаженным, фонд помощи бездомным, фонд помощи больным СПИДом. То есть она выбирала самые тяжелые варианты самых отверженных людей. Но там был еще балет, потому что она всегда любила балет. Она оставила эти 6 фондов.
Хотя, в общем, последний год своей жизни она не очень много ими занималась. Она, конечно, находилась в таком невероятно нервном состоянии. Она очень много занималась благотворительностью, но как бы вот помимо этих фондов. Например, она очень много занималась как бы своей частной благотворительностью. Она считается, что она приходила в разные больницы, в хосписы и просто сидела и разговаривала с людьми, и обнимала больных, то есть поддерживала их. Честно говоря, я не уверена, что это такая уж большая помощь. Конечно, людям было невероятно приятно, когда к ним приходит принцесса Уэльская. Тем более такая вот популярная красавица, как Диана. Другой вопрос, насколько эта помощь вот реальна. Очень часто описывается, как Диана поддержала этого, поддержала того, утешила этого. Но это что это? Вот она встречается там с человеком больным, она его обнимает, она его утешает, и она уходит. У нее был друг Эдриан Уорд Джексон, который умирал от СПИДа, и она действительно вот недели проводила у его кровати, держала его за руку и поддерживала его. Но это была особая история. А так, в общем, она приходила, уходила, и было не очень понятно, ну, насколько это им важно, и насколько это заполняет вот какую-то пустоту, которая была в ее душе. Конечно, она огромную роль сыграла ее поддержка кампании борьбы с противопехотными минами, о которых до этого никто особенно не слышал. А после того, как Диана включилась в эту кампанию, после того, как она прилетела в Анголу и прошла по полю, которое очищали от этих противопехотных мин, то все узнали, какая это страшная проблема, какое количество мирного населения в тех местах, где все еще оставались эти мины уже через годы после войны, погибают или становятся калеками, это стало действительно проблемой. И это было большое дело ей сделанное. Но она хотела чего-то другого. Она хотела какой-то реальной работы. При этом она по-прежнему вот в этом окружении журналистов, но при этом это доходило до каких-то ужасающих совершенно сцен. Вот уже в последние месяцы ее жизни, когда у нее уже был роман с Додди Аль-Фаидом, она приехала в Боснию, где тоже было много противопехотных мин. И за ней шла толпа журналистов, которых эти мины не интересовали вообще. Их интересовала ее личная жизнь. И она пришла к человеку безногому и принесла ему протезы. И в это время из толпы журналистов один журналист закричал: «Диана, а как здорово-то! Какая у тебя история классная с Доди? Расскажи нам». Ну, это просто какой-то страшный, жуткий такой фарс-гиньоль происходил. Ей, конечно, нужно было что-то еще. При этом у нее были очень странные планы. Она оставалась совершенно не приспособленной к жизни женщиной. Она хотела быть посланником правительства. Но там было непонятно, а что это значит? Вот что она будет как амбассадор делать? Она считала, что ей не разрешили это делать, потому что принц Чарльз хотел быть посланником. Но у нее с принцем Чарльзом были совершенно разные какие-то сферы. Чарльз занимался очень много экологией, Чарльз занимался вот помощью подросткам трудным. У них были разные совершенно сферы. Они могли разойтись там. Но она всюду видела интриги дворца. Она серьезно считала, что она ведет переговоры с Тони Блэром, премьер-министром. Вот, говорила она друзьям, может быть, я поеду в Северную Ирландию и буду там вести переговоры. Я так умею хорошо всех мирить, и я там, значит, наведу порядок. Ну, с кем она будет вести? С Ирландской революционной армией переговоры? Конечно, ничего из этого не вышло. Потом она хотела вот не просто быть такой представительницей фондов, она говорила, что она хочет работать. Ну, конечно, не сидеть просто в больнице, а вот работать в правлении фонда, решать вопросы. Но это было уж совсем не для нее, потому что она не умела этого и не могла. Она попыталась, что-то не очень вышло. И вот к 97 году она на таком перепутье, потому что вот ее королевская жизнь закончена, и вроде как она получила свободу. Как пользоваться этой свободой, она пока не очень понимает. У нее около 2 лет роман с пакистанским врачом, работающим в Лондоне, Хаснат Ханом.
судя по всему, замечательным врачом. Ну и опять есть версия, что это был главный мужчина ее жизни, хотя так про многих говорили. Но во всяком случае она очень похоже, что сильно его любила. Она ездила в Пакистан и пыталась там подружиться с его семьей, которые совсем ее не приняли. Она даже поговаривала, вот они перейти ли мне в ислам. Думаю, что ее это еще так радовало, что она бы такую шпильку очередную пустила в адрес Букингемского дворца. Но он, тут тоже неясно, то ли он ее не слишком любил, или же он просто, ну, как он объяснял, что он не может вынести постоянного внимания журналистов. И им приходилось, хотя уже она уже свободная женщина, им все равно приходилось скрывать свои отношения, потому что он не хотел, чтобы его преследовали журналисты. А он понимал, что каждый ее шаг описывается в газетах, иногда хорошо, иногда плохо. Когда опубликовали записи магнитофонные, значит, ее телефонного разговора с одним из ее друзей. Хотя она потом утверждала, что это был просто дружеский разговор, но он был довольно-таки таким эротическим. И все, конечно, страшно возмущались, но при этом была, скажем, одна газета, где не просто опубликовали этот текст, а можно было набрать определенный номер, заплатить небольшую сумму денег и прослушать часть этого разговора просто вот в подлиннике. То есть все выворачивалось наизнанку, все, что на продажу. И он этого не хотел. И в результате летом 97 года она с ним расстается. Дальше она едет отдыхать по приглашению хозяина знаменитого, одного из богатейших таких аристократических магазинов в Лондоне, Хэрротс, Мохаммеда Аль-Фаеда, человека очень странного, с очень такой сомнительной репутацией, невероятно богатого, грубого, известного своими там сексистскими высказываниями, расистскими высказываниями, человека, которого обвиняли в том, что он подкупал депутатов парламента. В общем, человека с такой репутацией, с которой принцессе Уэльской лучше не иметь дела. Но она знает, что он дружил с ее отцом, что он потом после смерти отца взял ее мачеху, с которой теперь Диана дружит уже, взял ее мачеху, такую представительскую должность в Хэрротс с огромной зарплатой. И она едет к нему на Лазурный берег, на его виллу со своими сыновьями. Тут же эта вилла с моря оказывается окружена множеством яхт, корабликов, на которых сидят папарацци, которые пытаются что-то сфотографировать. Но Диану там принимают, ей нравится такая семейная обстановка, жена, дети, все как-то ей тут очень... Она видит все только хорошее. И приезжает, конечно, вызванный отцом старший сын его от первого брака, Доди Аль-Фаед. На самом деле Фаед. Аль говорит о таком более аристократическом происхождении, которого у них, в общем, не было. Приезжает Доди Аль-Фаед, с которым у них моментально возникает взаимная симпатия. Про Доди, в общем, все хором, его многочисленные, огромное количество возлюбленных и его приятели говорят, что он очень милый, он очень хороший, он добрый, он симпатичный. Абсолютное ничтожество. Ну, у него, конечно, тоже там родители развелись рано, и тоже его воспитывал отец, он мало видел свою мать, да и отца тоже, его какие-то, значит, там в Александрии богатые, естественно, в богатом доме няньки воспитывали. Потом он в Англии жил, потом он очень много времени был наркоманом и каким-то образом от этого избавился. Потом отец отправил его в киноиндустрию и сделал продюсером в Голливуде, где он ничего не делал, а только, значит, вот подписывал чеки, общался со звездами. Ну, это какая-то была совершеннейшая пустышка. Но у них возникает пылкое чувство. Это вызывает вот какой-то бешеный восторг журналистов. Они уже когда у них начался роман, у него была девушка, на которой он собирался жениться уже, которую он тут же выгнал, бросил. Их яхта возит по Средиземному морю, где, значит, они радуются жизни, а, естественно, журналисты где-то издалека со своих корабликов пытаются их фотографировать. Ну и дальше все это заканчивается страшной трагедией 31 августа в Париже. Количество разных конспирологических объяснений того, что произошло, огромно. Но доказательств, как всегда, естественно, никаких.
Доди и Диана приехали в Париж. Они были сначала в его квартире парижской, потом они поехали в отель «Риц», где у них был роскошный номер. Они хотели пообедать в ресторане, но все на них смотрели, поэтому они поднялись, пообедали в номере. Журналисты стояли стражей вокруг отеля, и они хотели вернуться в его квартиру перед тем, как ехать в Лондон, чтобы выпить охлажденного шампанского. Он купил для нее кольцо. Отсюда было предположение, что он собирался сделать ей предложение. Хотя мы не знаем, так это или нет. Они не доехали до квартиры. Непонятно было, как вырваться из отеля. И вообще резонно было остаться ночевать в отеле. Или вообще-то просто выехать, пройти мимо этих журналистов, да, мимо этой толпы и поехать. Но они решили действовать по-другому. Была машина, которая как бы якобы отъехала от главного входа, а они вышли через заднюю дверь, где тоже было несколько журналистов. Их вез глава службы безопасности отеля, который, как потом выяснилось, был очень сильно пьян. Он там больше, чем в 3 раза превысил разрешенный во Франции уровень алкоголя. То есть, как минимум, бутылку вина с лишним он выпил, плюс он был на антидепрессантах. Ну и в туннеле на огромной скорости он врезается в стену. Ни один человек из службы охраны, ни один водитель, как бы пьян он ни был, не поедет в том месте, где разрешенная скорость 30 миль, он не поедет со скоростью 100 миль. То есть, очевидно, ему приказал Доди так гнать. Он врезается в стену, он сам и Доди погибают сразу. Охранник, сидевший на переднем сиденье, несколько недель был в коме. Диана была еще какое-то время жива. Тут тоже опять все непонятно, потому что были обвинения журналистам, что они подбежали и стали ее фотографировать. Но есть совершенно другая версия, что подбежал тот журналист, у которого был какое-то медицинские знания, и что он пытался ей оказать помощь. Ну и приезжают врачи, ее привозят в больницу. Она была мертва уже по дороге в больницу. Дальше невероятное количество всяких предположений, что она была беременна. Это неправда. Что какие-то там слова она якобы еще говорила, и вот Мухаммед Аль-Фаед знал эти слова. Не было этого, она уже была без сознания. Что королевская семья ее убила, чтобы она не вышла замуж за мусульманина. Естественно, это запредельные просто все предположения. Дальше происходит, конечно, тоже совершенно удивительная вещь. Вот этот взлет трагических чувств, который происходит после смерти Дианы по всему миру, ну и особенно в Англии, действительно было чем-то поразительным. При этом, опять, королевская семья ведет себя не слишком правильно, потому что королева неделю почти сидит в Шотландии, не приезжает в Лондон. Когда она все-таки появляется, она делала потом заявление, что они оставались там, потому что должны были заботиться о Вильяме и Гарри, об их чувствах, помочь им прийти в себя. Ну, это как-то выглядит, конечно, она не хотела туда ехать. Она не хотела оплакивать Диану. Но взрыв был вот этой горя такой, что невозможно было этого не сделать, невозможно было не приехать. И в конце концов она приказала приспустить флаг на Букингемском дворце, что сделано было не сразу. Через неделю после похорон Дианы я гуляла по Лондону со своим лондонским другом, к сожалению, сейчас уже покойным, очень мудрым человеком, много чего повидавшим в жизни. И Лондон выглядел удивительно, потому что не только Букингемский дворец и Кенсингтонский дворец, любой памятник, имевший какое-то отношение к королевской семье, вот он на метр, как минимум, был завален цветами. То есть количество цветов в центре города было зашкаливающим просто. И это было уже после того, как прошли похороны, где присутствовала вся королевская семья, все эти там песни Элтона Джона и много всего другого. И вдруг этот мой друг говорит, ну, у него самого такая была непростая жизнь. Какой ужас встретить в своей жизни такую женщину, как Диана, которая везде сеет интриги и раздоры. Я была потрясена совершенно. Я впервые вообще такое услышала в тот момент. Теперь я понимаю, что такое говорят и думают многие. И я не знаю, правильно это или нет. Я понимаю, что, конечно, она жертва. Она, конечно, жертва
воспитания и такой своей разобщенной семьи, которая не смогла ей оказать помощь. Она жертва вот этих холодных отношений в королевской семье. Она жертва собственного легкомыслия, потому что она ввязалась в то, что не понимала. Скорее всего, она жертва своих болезней, в которых она долго стеснялась признаться, потом все-таки призналась и вроде бы начала лечиться, но лечилась мало, лечилась плохо. Она жертва вот этой вот безумной страсти к сенсациям. И это все вместе делает, конечно, ее судьбу, ну, таким символом самых разных несчастий, которые могут обрушиться далеко не только на аристократку, которая могла бы стать королевой. Не случайно, как потом кто-то сказал, что она стала парадигмой несчастной женщины. И тысячи женщин писали ей о своих несчастьях. При этом, ну, вот у меня всегда вызывал симпатию Чарльз и сочувствие, который тоже, конечно, жертва. Тоже жертва воспитания и жертва давления родителей. И представление о том, что можно жениться только вот на тех, на ком можно жениться. А есть те, на ком жениться нельзя, даже если ты любишь их. И, конечно, он тоже жертва средств массовой информации, которые так вот шли по синусоиде, то превознося его, то издеваясь над ним, обращая внимание на его эти уши и издеваясь над тем, как строятся его отношения с Дианой. Кстати, после смерти Дианы постепенно журналисты стали к нему мягче, но это уже было потом. В общем, жалко всех участников этой истории, но изменить уже ничего нельзя. Остается только думать о том, почему это произошло. И когда начинаешь об этом думать, то понимаешь, как много разных болевых точек нашей жизни, не только жизни королевской семьи, как много их сошлось в этой истории. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, спасибо нашим патронам на Патреоне. Ну, я, конечно, не рассчитываю добиться таких фандрайзинговых успехов, какие были у Дианы, но если кто-то еще хочет нас поддержать, мы будем вам очень и очень благодарны. И, конечно, интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете о Диане? Жду ваших комментариев. Счастливо!